Так. Ну что, добрый вечер, дамы и господа, мальчики и девочки, собаки, собакас, коты и котес, всех прочих разновидностей. Собственно, осталось около 10 минут до начала анонса мультиплеера Call of Duty Modern Warfare 2. И, скорее всего, будет что-то про Warzone 2. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что-то будет. Александр Поярков, привет. Я надеюсь, что что-то все-таки интересное покажут. Я, конечно, понимаю, что завтра уже начинается бета на PlayStation. Для тех, кто предзаказал. Я в бету запрыгну только 24 числа, потому что я ничего не предзаказывал. И там некие проблемы с тем, чтобы это все именно предзаказывать. Вот. То есть я уже запрыгну в открытую бету, которая начнется с 24 по 26, но, скорее всего, они на один денек продлят, они так любят делать. И поэтому еще на 12 после того. Скорее всего, будет с 24 по 27, мне кажется. Вот. То есть хочется все-таки посмотреть, что они сейчас покажут, и что потом получится, когда мы будем это все щупать и трогать, потому что я все-таки надеюсь, что они немножко отойдут от канонов Modern Warfare 19 года. Потому что были некие проблемы с тем, что карты устроены были таким образом, что там самый выгодный способ, чтобы играть, был пасти. Причем в наглую, причем как падла. То есть вот если ты пасешь за углом, прислонившись к стене, это самая лучшая для тебя позиция, потому что бегать было нереально. Я завтра играть буду кастомизацию пушки, там можно из М4 и М16. Да, там кастомизацию показали, есть, да, много интересных моментов, фов там есть, все это хорошо. Вот. То есть, ну, надо будет, конечно, посмотреть, пощупать и так далее. Привыкать. Ну, привыкать надо в любой игре, в принципе. Просто насколько сильно она будет отличаться от МВ-19 или от Cold War Vanguard, потому что, ну, по большому счету, это один и тот же движок. Как бы они его не допиливали, как бы они его не называли, это один и тот же движок. Я вот эту херню про новый движок слышу примерно все 20 лет, которые я играю в Call of Duty. Они каждую новую часть обзывали, что там совершенно новый иной движок. И, ну, реально движок поменялся только в МВ-19. То есть все предыдущие коды были сделаны чуть ли не на одном движке. А поменялся он в МВ-19. Соответственно, сейчас у нас на этом движке МВ-19 уже есть, соответственно, самой МВ-19, Cold War, Vanguard. Ну и Warzone, соответственно. То есть это вариация одного и того же движка, который они ковыряют, что-то там допиливают, что-то убирают, и получается что-то, ну, типа, ну как? Если хапнул ВХФ, Шепард, еще кто-то будет, мне кажется, это слухи. Я думаю, это не слухи, потому что это будет логическое продолжение МВ 19 года, вполне возможно. Это же софт-трибут, так сказать. То есть это когда у нас те же самые действующие лица и примерно похожий сюжет, но другой. То есть, почему бы нет? С другой стороны, мне настолько насрать на сюжетную кампанию с высокой колокольней. Типа... Макарова забыли. Не переживай, Макарова потом добавят в качестве поддержки второго года какой-нибудь такое.
Не знаю, для меня компания Call of Duty это как, не знаю, сюжет в Марио. Нахуй не нужен. Вот, то есть, ну, я знаю людей, которые в него играют, которым он нравится и так далее. Никак меня не трогает. Вообще для меня в первую очередь Call of Duty это мультиплеерный шутер. И будет ли там Макаров, Захаев, Шепард и все вот это, Ghost, Соуп, все вот эти товарищи. Ну, будут хорошо, не будут, ну, хер с ним, в принципе. Это ждать ждать целый год сюжетку, которая проходит за 6 часов. Come on, guys. Чем? Нет. Он ли мультиплеер? Ну, еще интересно, конечно, Warzone 2. Пощупать, посмотреть. Я не знаю, привык так один раз прошел, и все, максимум играл МВ2 и 3, 10 раз, остальные части один раз. МВ2 я проходил, наверное, раза 2 или 3. Modern Warfare 1 я даже проходил на консоли на ветеране. Я даже прошел. Вот. И, наверное, у меня все прохождения закончились Call of Duty Ghost. Я просто не помню, что было раньше, Ghost или Black Ops 2. Я точно проходил все вот эти МВ1, МВ2, МВ3, Black Ops 1, 2 и Гостов. Это я проходил. А вот все, что было после, я ни в что не играл. Ну, то есть я во все мультиплееры играл. В компании уже не играл. Black Ops раньше. Ну, скорее всего, да. Я просто очень плохо помню, какая там была последовательность выхода. Вот, но играть играл. У меня даже вон все там диски до сих пор в шкафу лежат с лицензионными этими сидюшниками. По красоте, так сказать. Не знаю, зачем я их храню, конечно, они есть. Ой. Остается 4 минуты. Я по годам вроде помню даже. У меня все в Стиме куплено. Ну, когда это было... Ну, Кать. Ну и похуй. Когда это было в мое время, приходилось идти в магазин и покупать диск. Я помню, как мы там ждали выхода игры, и после школы шли с товарищем, покупали диски. Поскольку товарищ был почему-то щепетильный в плане кампании, он, пока не пройдет кампанию, в мультиплеер играть не шел. Поэтому мне приходилось тоже кампанию проходить, чтобы просто так не ждать его, ну там, 7 часов. Поэтому я садился за один день, проходил кампанию и шел в мультиплеер. Но опять же, чем дальше, тем меньше у меня возникало желание проходить кампанию. Я не знаю почему, мне как-то она никогда... Ну, то есть она была прикольная, но... Не знаю, я к сюжетным играм очень... Странное отношение у меня к сюжетным играм. Игра мне должна нравиться прям на 150%, чтобы я ее захотел пройти. Именно кампанию. Ну, то есть, допустим, какой-нибудь Ведьмак мне настолько нравится, что я его прошел там 3 или 4 раза. Хотя там вариативности решений, прямо скажем, кот наплакал. То есть она, конечно, есть, но ее мало. И которая, ну, глобально ни на что не влияет. Вот. Skyrim, при всем его многообразии, там, допустим, интересе, я прошел всего один раз. Вот конкретно основную сюжетку я прошел, и все. В остальные разы всегда, когда я играл, я создавал какой-нибудь там для себя новый класс. Ну, то есть там мечника с щитом, там лучника, вора, мага, там еще кого-то, некроманта какого-нибудь. И просто бегал, делал какие-то там рандомные квесты, что-то там по сюжету ковырял и забрасывал в итоге. То есть один раз я прошел только вот однажды. Я прошел Skyrim, например. Хотя игра, конечно, отличная. Вот. Что касается, допустим, компании Call of Duty, я не люблю проходить на ветеране. Я один раз просто решил пройти, потому что, ну, интересно было, смогу я пройти или нет. Я прошел. Вот. Но я не люблю вот это... Ну,
ПХ-шные боты, которые просто тебя видят отовсюду и знают, где ты пойдешь. Там надо что-то такое творить страшное, чтобы все это пройти. Ну, то есть гораздо больше усилий тратить на это и времени, а награда того, наверное, не стоит. В 12-м МВ2, вроде в 13-м Ghost, в 14-м Advanced Warfare, в 15-м Black Ops 3, Infinite Warfare, ВВ2, Bobs, МВ19, Black Ops, Vanguard, вроде так. Ну, по-моему, да. Что-то мне кажется, МВ2-то что-то загнуло. Она, по-моему, не тогда вышла. Сейчас. Modern. По-моему, она в 9-м году вышла вообще. Да, Modern Warfare 2 вышла в 2009 году. Она точно вышла не в 12-м, потому что... Да, в 9-м МВ2 вышла. И у тебя где-то еще затерялся МВ3. Ждем пользователя Call of Duty, когда начнется трансляция. Там МВ2, потом Black Ops 2, потом МВ3. В общем, там много их еще всяких разных. Но я начинал играть в самую первую. То есть еще Call of Duty 1, который по Второй мировой. О, что-то пошло, господа. Так, отрубаем музычку, делаем качество нормальное. Разворачиваем. Там по громкости нормально. Ну, вроде нормально. Живой стрим спонсирован Activision. Чего? Еще 30 минут ждать? Че ёбу дали, блядь? Чё за хуйня? То есть вы такие, блядь. Да, Activision, как всегда, блядь. Ну давай, счастливо, иди спать. Блин, ну это чушь. Это полный пиздец вообще. Ты серьезно, кроме шуток, полчаса ждать? Не знаю, лично я когда смотрел, когда будет анонс, написано было в 20:30. Я, собственно, подгадал к этому времени, оказалось, что еще 30. Завтра даже я буду играть, 21:00 серваки запустят. Ну, хорошо, поиграешь. Скажешь потом как. А я завтра буду, наверное, чисто культурно чилить и отдыхать. Пятничка все-таки. Закажем какой-нибудь вкусности, забью кальянчик. Какой-то пиздеж начался.
try it out, see how you feel about it. What are you expecting from this new Warzone? Because obviously, like you said, you've been grinding Warzone for a long Что вы time ждете от now. нового But what do you Warzone? want to see? What are some of the changes you want made? I'm definitely wanting to see like new movement, maybe, because you know slide counting like the biggest thing in Новые Warzone. So движения. maybe like a new thing that bridges the skill gap and adds like a new level to like grind it out. You know? Yeah. I love that. So Хочет do I. какую-нибудь новую фишку вместо слайд cancel, чтобы ее тоже отрабатывать и добирать какого-то профита. Я думаю, там завтра стримов будет много и чё. Играть будешь, а не смотреть. Получите Warzone Mobile. Зарегистрируйтесь сейчас. Ну, пререгистрируйтесь. Куда? Только хотел сканернуть, ничего не успел. Блин, что, когда что-нибудь запустить, поиграть, что ли? What are you most looking forward to seeing here today? I am looking forward to seeing some incredible Modern Warfare 2 multiplayer gameplay. I'm looking forward to seeing something that's familiar, but new and challenging. Yeah, a little bit of throwback, right? Are you excited to kind of replay an old classic in a new iteration? Modern Warfare 2 is my absolute favorite COD of all time. 2009, that was my very first Call of Duty that I ever owned. I am so ready to experience just that nostalgia again. Короче, она надеется увидеть что-то новое, при этом что-то давно знакомое, и испытать еще и ностальгию. То есть это, короче, должно так замешаться. Мы должны как бы от этого немножко обалдеть. Потому что, ну, делая что-то новое, не получишь ностальгию скорее. Это 24 минуты. Не, ну это, конечно, мудя. У меня на консоли почему-то решил обновиться Skyrim. Аж на 7 гигов. Чуть там такое внезапное нарисовалось. Заходите в Call of Duty Shop, получите мерч со скидкой 20%. Кодом NEXT20. Я бы, конечно, купил какой-нибудь мерч. Ой, ну подождем. Так вот и смотри анонсы в прямом эфире. Оказывается, что они на полчаса позже.
Courage. Ex-pro player, but amazing creator as well coming out through here. Modern Warfare 2, this is huge for you guys and for the rest of your career, of course. So going into your new season, what do you want out of this big game? Because this is massive for you guys. I'm a simple guy when it comes to Call of Duty. I just want to see the best COD of all time being played. And I personally think that MW2 will be the best COD of all time. Yeah, it will. You know what? I think it will be. It will be. You know what? So he was saying earlier he wants like nice and fast-paced. I'm looking for the opposite. I want a nice, slow-paced game. I can sit a little further back, watch over my teammates. I'm 25 and I'm proud of it. And I think it's gonna be the perfect mix of both. Some good maps, Как всегда, блядь. Я-то думал, анонс начнется 8:30, а он 8:30 начал отсчет еще на полчаса. Так что анонс будет в 9. Anything you'd like to add? Yeah, I'm just looking for good maps. I mean, I want to see just a different variety of maps. I think it'd be really cool. And we could switch it up between fast and slow. I just want to see some creativity in the map. So that's what I'm looking Пока for. что они просто пытаются описать свои эти... Get out of here. Thank you so much, gents. Чего мы ждем от нового Call of Duty? Причем все ждут всего разного. То есть кто-то ждет быстрой игры, кто-то медленной, кто-то хочет что-то новое, причем что-то узнаваемое, еще и ностальгию испытать. То есть вот как это все, блядь, замешать в один кисель, я, честно говоря, даже не понимаю, блядь. То есть это что-то такое будет, какой-то Франкенштейн, блядь, где каждому по чуть-чуть, в итоге нигде ничего. Ну, я надеюсь все-таки, что они как-то это... Будет МВ-19 В2. Вполне возможно, кстати. Учитывая, что движок все равно будет тот же самый, то... Даже по всем вот этим футажикам, которые там сливали, не сливали. Вот, смотрите, какая новая анимация у перезарядки оружия. Сука, такое же. Вот эти вот миллисекунды, которые они там вот выковыривают, и совершенно другой экспириенс. Нет, блядь, какая нахуй разница, как он, блядь. За счет карт, возможно, будет играбельно. Очень может быть, с другой стороны, в МВ 19 года там очень много карт старых, которые там из МВ-1 оригинального, и они играются по-другому все равно. То есть того же уровня геймплея не получится. С другой стороны, мы с тобой, блядь, играли в МВ-2 не так давно, и ну, она реально устарела, она реально старая. То есть я не могу сказать, что эта игра на все времена, она была хороша в 2009, 2010, там, каком-то 2012 году, но сейчас это просто... Это мушка на пол экрана, это... Куча механик, которые половина уже там, типа, сейчас считается вообще зашкваром и так далее. Это прям... Тут надо прям полностью ее переделывать. Да, возможно, если карты старые знакомые, какой-нибудь Афган, там, этот Терминал, Карачи, Квери. Там уже по сливам как бы показывают, что там в карте Warzone 2 будет. И там, в принципе... Ну, из интересного, ну, там кусок Квери будет. Но, в принципе, в Верданске был почти Квери. Там был каньон этот ебучий, вот этот песчаный, который там, я не помню, как он там назывался. Но это почти оно было, на самом деле. Оно, да, оно не повторяло геометрию, но по своему духу это, в принципе, было оно. В который мы, как ни странно, не прыгали. Вроде как сказали, что, ну, по сливам там опять аэропорт, порт, какие-то деревни, вот этот каньон, ну не каньон, а как это называется, карьер. Не знаю, сейчас будем смотреть, конечно, через целых 17 минут, кто там все-таки скажет. Не, ну, то, что этот код будет... Блять, ну что такое? Если это страдает хуйней. Нормально? Нормально. Вот. Все-таки, может быть, реально за счет карт что-то будет какой-то другой совершенно экспириенс, но... Хер его знает. Если там закончил работать, пошли в Discord. Будем одновременно смотреть, комментировать, что происходит. Может, там минут через 15.
Warzone Mobile. И я сейчас засканировать эту хуйню. Ну как, блять, я опять не успел. Сука. Скоро хавать начну, ну это приятно. Похвастаться решил или что? У тебя есть 16 минут, потом бросай ложку, блять, брось булку и идем смотреть, блядь. И говорит, идем ко мне в зал. И интересно, позовут дизреспект-то на эту всю фигню? Он же там вроде расквитался со всякими банами и все так далее. Там потом еще будет скрытый таймер на 15 минут. Блять, я надеюсь, что нет. Я уже 30 минут. Ну, ладно, я 15 прождал, хорошо. Я надеялся, что все прям сейчас начнется. Не, ну там сейчас опять будет This is brand new. We hear the community. Там вот это все наши стандартные там то, что вы долго ждали, мы как раз сделали. Главное, чтобы сказали, что офф нормальный. И сейчас прикинь, такой ход конем, они такие, а заодно мы фофы в первый Warzone добавляем. Все такие, ё-моё! Это было бы да. О, тетенек спрашивает. I'm not excited for. I think honestly being able to see a lot of people who played online together finally in the same area after everything that's gone on and being able to get back together, like that's going to be a really fun time for people to be able to like see each other across the way. There's a lot happening, there's a lot being revealed. You guys are getting that inside scoop on it, but we've got Warzone 2.0, we've got multiplayer. Типа, ей очень хочется, и она рада тому, что все наконец-то будут играть вместе. А до этого нет, что ли? Или как она играла по сети, блядь, сама с собой, что ли? That great at Warzone, but search and destroy, quick skipping, that's my thing. Okay, we love to hear that. And what about you? Also, search and destroy. That's how we met. Wow, So hardcore. yeah, search and destroy all day. Search and Destroy? Ваш любимый режим Search and Destroy? Блин, ну... Не, я, конечно, понимаю, что он, типа, из всех, наверное, самый тактический. То есть понятно, что в комбое там просто каждый сам за себя бегает и фраги набивает. И, кстати, на Пазгене выпускает еще так, что 120 FPS мыло на серии SS. Да, ну, на самом деле... Нет, стой. А как это связано с нами? Типа у нас же все равно текстурки будут другие. Текстур-пак как минимум будет другой. Ну, типа, Vanguard сейчас тоже на пастгене, и там другие текстурки, и там нет 120 FPS, а у тебя сейчас, допустим, в Vanguard есть 120 FPS. И там, ну, не прям мыло. То есть я пока что-то не понял, почему так. То, что они на пастгене выпускают, это да. Ну, там было понятно из бандла, который называется кроссген. Ну, типа, для не писать, если играть, поясню. Не, ну я понимаю, что у тебя за этим стоит, но я думаю, нормально сделают. Я так думаю, они на пастген не особо рассчитывают. Просто я не знаю там статистику, сколько людей играет с пастгена в Warzone. Мне кажется, после обновления с Вангардом оттуда народу свалило очень много. Аж там на серии SS он подтормаживал в начале, там, первой неделю, наверное. А на пастгене я там даже вообще боюсь узнать, что там было. Если залетим играть, почему же не залетим? Залетим, чё? Я как бы вас жду. Я надеюсь, что я посмотрю это все и потом залетим играть. Open Beta Early Access. Вот наше, это сентябрь 24 по 26, вот это оно.
11,5 минут. Блять, Думру опять мозги ебет. Это стрим шакалит. Чем YouTube-то не лагает? Десять минут до начала показа. О, господи, ты кто такой? So many different things that you're going to be able to test out here today. What are you looking forward to the most? I'm most looking forward to find out more information Ебать, about у него Warzone низкий 2 and the голос future of для the такого franchise. I чмошника. think that Warzone has really helped adapt to a casual audience, whereas the CDL's been growing the more competitive side of things. And I just want them to see Как them, Марио, блядь. you know, be able to refine it, come in with Ricochet this time, not have any of the issues we did with Verdansk, and really be able to, you know, just hit the ground running this time. As we look ahead to Warzone 2, do you have any favorite memories on Warzone? On Warzone 1, oh yeah, Что-то I have выглядит some как great ones. карикатурный The end of персонаж Verdansk was какой-то. probably one of my favorite things. I did my first subathon. It was 7 days straight, and we covered the whole thing from the Easter eggs and all the things that told us what was going to happen to seeing the nuke actually explode. And I don't know if anybody keeps up with Modern Warzone, but I had been saying since Verdansk came out that it was going to be blown up by a nuke. So to see it happen was just euphoric for me. Nice. Well, I can't wait to see if your predictions come true for this next game as well. Thank you so much. Thank you. Ты забавный чувак. Сбрил бы, блин, он эти усики, было бы нормально. Так что-то как-то прям Супер Марио появился. Восемь минут. Без усов ему 12 лет. Ты голос его услышал, блять? Он вот для такого чувака должен вот так это говорить. Ну не вот такие вот басом, блин. Не, ну он какой-то прям очень смешной. Как дизреспект без грима. У него же тоже усы натуральные, на самом деле-то. Раньше он их приклеивал, потом отрастил. Но он-то все время ходит в своем этом наряде. Даже на всякие там события, автограф-сессии, там, спортивные мероприятия и все вот это. Он же ходит в полном обмундировании. Даже там где-нибудь на стадионе сидит в наушниках, в этих своих дебильных там парике, блять, в очках, так что все нормально. О, опять Courage GD. Кончились блогеры, по второму кругу пошли. I'm looking forward to the Call of Duty polished feel you expect, especially from Infinity Ward. I think that was my favorite part of Modern Warfare 2019, was just how smooth everything felt. I love the field upgrades. I'm wondering if they potentially added any more. And at the end of the day, they've already teased earlier today the brand new Gunsmith 2.0. I want to see what type of crazy weapons we can come up with. I cannot wait to... Да, они анонсировали новый Gunsmith, так сказать, Gunsmith 2.0. И там можно вообще сумасшедшие сборки делать, и в принципе это хорошо. С другой стороны, оно и сейчас можно сборки делать, но все в итоге скатывается к тому, что вот сейчас в текущем патче вот именно эта вепа вот с этой сборкой хорошо ебет. Мы же уже обсуждали вот эту даже теорию, что, ну не теорию, а смысл, что ну нельзя сделать все оружия одинаковыми, иначе тогда просто нахуй не будет. Любое бери, иди беги. Поэтому какой-то все время будет лучше. Все время будет какая-то одна сборка с варьируемым там, прицелом или глушителем, которая, в принципе, что-то будет добавлять.
Опять же, все вот эти сборки, которые делают стримеры, а поскольку они в жопу ужалены, они все бегают, подкатываются и так далее, у них почти все сборки со всякими прикладами, там, чтобы от бедра стрелять, чтобы там быстрее бегать, то есть там им точность стрельбы нахуй не нужна никому. Они настолько точно стреляют, что им это просто в атачментах не надо. А мы, наоборот, все это ставим, потому что немножко косые, блядь. Кого-то позвали. Coming up, you're going to get a chance to get on the sticks and play it. How are you feeling about this brand new title? Really good, man. I mean, MW2, the name itself has so much hype around it, and it's just so exciting to play a game. Infinity Ward is my favorite company to make the game, so I'm super excited. Все очень хвалят Infinity Ward. Типа, раз это будет от Infinity Ward, то будет отполировано, прекрасно, там вообще гладко и шикарно работать, как Верданский, все такое. Никто не вспоминает, что там было в Верданске, на самом деле. У всех просто очень слишком хорошие воспоминания о том, что там было на самом деле. Any favorite memories from the original Modern Warfare 2 that anyone wants to share? I remember the first nuke I ever got was on the map S-State, and I was hyped. I was like 13 years old. Silence ACR going crazy. I didn't play it either. I went back and played it, but it was already too late. It can be a more recent memory. I'll tell you what, though. Вот этот чувак в зеленом даже не играл в оригинальном V2, ему нечего вспомнить. Лошок. Well, I do know we're going to have a kick-ass campaign coming in. So what do you expect out of a good campaign? So if you're a campaign guy, what do you look for? I don't know. I just played the missions with fire, so I just want fire missions again. I ain't gonna lie. Wasn't that the one we had to crawl and be secretive or something like that too? I always love the sniper missions where you gotta be like. It was really dope. Love that. Well, I'll tell you what. I'm not going to waste any more time. Go enjoy it. Get on the sticks, and we'll catch up with you later to see how you feel about it. Thanks, guys. 4 минуты. В принципе, короче, все хотят разного, ждут разного. Сейчас мы что-то получим, по-любому, что-то среднее. Буквально 3 минуты и начнем. Я надеюсь, обойдется без долгих вступлений о том, что как они долго к этому шли, какие разработчики молодцы, какое комьюнити дружелюбное, отзывчивое, как мы все excited to be here. Сразу видно, что все профессиональные киберспортсмены, у всех очки, блять. I'm excited to see the map. With Caldera, there was a lot of like elevation, and I liked in Verdansk how it was like a lot of buildings. So I'm hoping to see a lot of like buildings for like building fights because I'm a close range player. So that's what I'm looking forward to. И все, нахуй отрубили его. Он там продолжал вещать, а его отрубили. За что, блин? Надо тоже вступление к стриму делать получасовое. Будет очень весело.
Ладно, вырубаем музычку. Вставляем только лишь Call of Duty. Готовимся лицезреть, что же нас ждет. Не знаю, в зависимости от того, что там будет показывать, посмотрим, куда я буду там вправо или влево прыгать в плане камеры. Все, пацаны, хватит нам интервью. Хватит нам особо известных в широко узких кругах стримеров. Давайте уже. А чё никого крупного-то, блядь, не позвали? Team the Tatman, блядь. Без респекта. Чё кого-нибудь. Кто там по колде-то? Ну, Courage GD, да, хорошо по колде, в принципе. Нормально, но... Эйден, я знаю, да, и такого чувака. Но вот остальные... Кто это, блядь? Что, вы готовы? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Капитан Прайс. Гоуст. А это точно МВ2? Что-то какое убогое, блядь. HD. Ничего не могу сделать. Yes, sir. Call of Duty Next. Ну давай. Yeah! Хоть у всех вот эти кружочки со светом. Hello, everyone, and welcome to Call of Duty Next. Добро пожаловать на Call of Duty Next. I am Johanna Ferris, the general Я manager не of Call знаю, of как Duty, тебя and I am выговорить. thrilled to help kick off a Johanna truly Ferris. significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. Короче, это не только большой шаг для Call of Duty 2, но еще и для всей франшизы. And dynamic growth, and we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. Как я и говорил, тесной связи с комьюнити никогда раньше такого не было. Brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Вообще, как всегда, стандартный пиздеж, что вот это только один из шагов, там дальше еще лучше, круче. Вообще, пацаны, там и мобилки развиваем, мобильный Warzone, вообще все. And to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. Более чем 200 известных стримеров вот здесь вот там они сидят, вон там уже готовятся. Три монитора. А, нет, это один просто. О, ниндзя. Да? Это же ниндзя. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a journey to get to this place. You know, on the franchise, I always get asked by people, or regularly get asked by people, what are the areas you focused on improving, or what are the areas you innovated on? Чего бы вы хотели, чтобы мы улучшили? It always comes back to О, Team the gameplay. Tatman все-таки есть. But I could go on and on. Things like third person. Things like where we've innovated in the space of Battle Royale. We've got an all-new mode in DMZ that has large player counts along with massive player counts of AI. And it goes on and on and on. We've got mobile connected with progression and everything else across all of the games. And
it just goes on and on. But you know what? It all comes back to one thing. It comes back to fun. Everything we do is in the service of fun. Whether you're a hardcore То, что мы player or a здесь casual делаем, мы player, делаем для whether того, you чтобы are вам было somebody who весело, likes to play with your независимо от того, friends or you like to хардкорный play или alone. казуальный игрок. Главное, Wherever чтобы you вам play, было be it весело, on мы делаем console для or вас. PC or mobile, Кто, however you блядь, play, whether you're a сомневался? camper or a slayer, we've tried to think about fun for you. And hopefully today you're going to see that and play that, and fun is what you come away with. Absolutely. You know, fun is definitely what we're going to be heavily focused on. And I'm particularly excited about some of the social features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely going to be instances where players will interact not only with their own squads, but may even have to work together with other players in unexpected and pretty fresh ways. We've already seen some hilarious interactions, in fact, during play sessions. And I can't wait to see how these new ways to connect evolve over time. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Oh, wow. Расскажешь нам по поводу оружия. So we've completely innovated in the area of connecting you, the player, to your instance in the game, making you feel more in the game. And I guess Вы you can будете think about it чувствовать starting гораздо out больше в with игре. the camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've Короче, вид от connected then первого the лица body немножко to the переделали, hands чтобы on the было gun. интереснее, и Again, ты ощущал with some себя, как будто ты sophisticated, на самом деле там, kinematics. а не We've просто вот connected the как будто у тебя вот так gun with рвет. the actual bullets coming out of it. So now, И when ты прям ощущаешь wherever that каждую gun is пулю, которая pointed, however вылетает it's из оружия. pointed, the Там. bullets are coming out of it exactly from the barrel. There's no disconnect there. And that's Эти before I пули прям, even get говорит, into из what we've ружья done прям with the вылетают, прям new из дула. Вообще вы gunsmithing and офигеете. how you build your weapons and the Гансмит новый. platforms, etc. But look, you're going to play it, and I hope you love it like we do. All right, well, we've taken up enough time, but before they kick us off the stage, can we tell them about raids? Yes, thank you. So with the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after that, Warzone 2.0, and then very shortly after that, for the first time ever, we're going to release a raid in Call of Duty. It's a very different kind of gameplay. It's very intense. We think it's very fun. And we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all of you hardcore players out there. I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning, which anyway, I won't go off on that. But we've got a whole series of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone or you hit different milestones that you'll have an opportunity to do. Короче, они сделали с колды аналог Fortnite, где миллион испытаний, и ты всегда что-то выполняешь, и всегда доволен, и получаешь допаминчику. Рейды — это что-то интересное, кстати. Это какие-то видимо, какие-то PvE миссии. We are extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. Thanks again and enjoy the show. Мультиплеерный трейлер. Ну давайте уже, я геймплей хочу. Так. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. Пока что-то знакомого нет ничего. We've never seen activity on this scale before. They have an army, but we have each other. The world is a vampire. А где картинки-то? Здесь что-то такое было вообще. О! Dolphin Dive есть, отлично. Тактический бег. Ух ты, новый этот. Ух, прикольная гранатка, метательный нож, датчик сердцебиения. Поднимаем пацана. Это заложник. Бах. Камера слежения. Неплохо. А чуть он как-то развалился странно. То есть Стингер, Джавелин. DC-130.
А вот и Warzone. Можно вылезать из тачки. Разведывательный дрон, которым можно убивать вертолеты, которые вместе с бомбучкой. Лодки. Мина плавает. Она ж, блядь, металлическая. Она ж тяжелая. Ладно. Warzone 2.0. The Ultimate Weapon. Ультимативное оружие — это команда. Ну все, спасибо, посмотрели, до свидания. 200 стримеров там тоже такие. Заново? По-моему, что-то пошло не так. Ну, плавать можно, да. Бэкстебы, ну, добивание, да-да-да. Папа сочно стреляет, мне нравится. Это то же самое. О, блядь. Возможно, мы что-то не рассмотрели, конечно. Интересно, что у датчика сердцебиения есть проценты зарядки. Будет он садиться, интересно. Было бы, кстати, прикольно, что вот нельзя его всю игру сидеть с ним. Так вот и все. Вот это вот самый тупой момент вообще. Он стреляет типа во врага, и он разваливается как картонка. Причем на мелкие кусочки, блядь. Он там из чего, блядь, стрелял-то, простите. Бля, ну если они третий раз будут прогонять трейлер, я, конечно, орну. Ну, вот эта вот парализующая граната, я так понимаю, она работает только на технику. Типа Эми, который вырубает управление. Выглядит масштабненько, конечно. Вот мина, которая плавает, это что-то вот прям из ряда вон. Вот этот кадр — единственное, что было реального геймплея. Вот честно, со стороны выглядит все точно так же, как вот МВ-19. And there we go, Call of Duty fans. The trailer so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes this franchise so special. We are incredibly excited to be here today. And after that, quite frankly, how can you not be? My name is Miles Ross, and I am so excited to truly be here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to life. Guys, we have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. Разрабатывала Modern Warfare 2, у нас еще 200 стримов. Но до того, как вы увидите геймплей, мы будем пиздеть. Это я перевожу с долгого на короткий. How are things evolving from Modern Warfare 2019? I mean, let's start high level because there's a lot to get through today, guys. You saw that trailer. Let's go with the philosophy, Steph. Let's stay high level. Начнем с философии. Давай. You said it precisely. There is so much. This game has just so much content. It's got something for everyone. And it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the Activision studios. And so much of that work started with you guys at home. И так много работы началось с вас, с фанатов, со стримеров, со всех. Фидбэк собирали, вообще прям душевно в душу.
and it's a dialogue that we hope to, continue, especially here today. Well, we've got so much in store with this MP experience, and people like Jeff and Joe here, who I am honored to work with, and their experience on this franchise, we're in good hands. Мы в хороших руках, мы все вот все хорошо. Выглядит как дебаты, блядь. Я вам обещаю, я воровать не буду. Все будут, я не буду. Ну чуть-чуть, но не буду. Сиквел, говорит, делать довольно-таки сложно, потому что непонятно, что оставлять, а что добавлять новое, что выбрасывать. У нас было несколько методов, и мы изучили поведение игроков, их игровой стиль, как они действуют, во что они играют, что им нравится, что им не нравится. Мы их разбили на 3 группы. Первая группа, которая просто рашит, бегает как угорелый, это я, топ-1. Вторые — это кемперы ебаные. А третий — это жесткие стримеры, которые видят где-нибудь красную точку, туда сразу ломятся и начинают всех ебашить. В общем, они говорят о том, что они для любого стиля игры подготовили свои прикольные фишки, прикольные штуки. То есть, если ты кемпер, если ты рашер, если ты сталкер, то тебе будет все равно весело. Coming to life, to hear Jeff jump into, breaking down the 1v1. And personally for me, water. Our water, I've seen the memes, we love water. It's really hard to make in games. Короче, самое интересное для нее — это вода, что будут подводные сражения, надводные, то есть мы видели лодки, видели плавание, все вот это. Ей нравится вот этот весь геймплей, который связан с водой, что можно плавать и так далее. Yeah, I mean, last game we really wanted to add water, and we knew we didn't have time, right? So in Verdansk we froze the rivers, we made the outskirts игре хотели воду добавить, нам времени не хватило. И мы, говорит, решили все-таки заходить вот сюда и там сделаем красивую воду, волны, сражения на воде, там технику и все такое. Говорит, под водой ты можешь только пистолет использовать, основное оружие нельзя. Почему? Говорит, но под водой у вас, говорит, ни хера не видно. А кто-нибудь, может, знает, в чем принципиальная разница между автоматом и пистолетом под водой? Почему автомат не может стрелять, а пистолет может? Ну, типа, это игровая условность, я так понимаю. Oh my god! Well, I can't quite wait to literally, dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system? Давайте уже, что у нас там по передвижениям? У нас есть прислоняться, скользить. Я видел Dolphin Dive, вон лазить можно. Слушай, прикольно. Висишь на одной руке, второй стреляешь, выглядываешь, стреляешь. Прикольно, но для кемперов это пиздец. We also added a dive. Last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option where if they're getting shot at, they can get down, get out of fire. But the other really cool thing is the dive's just high enough to let you get through a window. Но он еще довольно высокий, поэтому можно перепрыгивать через всякие там лавочки, блядь, небольшие, там, укрытия и так далее. Ведь можно, говорит, из окон выпрыгивать. Прикольно, кстати. Yeah, and all of these dynamic movements mean you can interact with vehicles specifically in a very cool way. Вы еще можете взаимодействовать по-новому с средствами передвижения. But it's really exciting.
Это, конечно, больше к Warzone относится, но тем не менее прикольно. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. Joe, what are some of the new dynamite new items that we're going to be throwing at each other and equipping and using and all sorts in the next? Прикольные всякие атачменты и всякие штуки. Шоковая граната. Я видел в трейлере какую-то гранату, которая через потолок стреляет. Господи. Фейковые цели. Ебать, там вот этот вот датчик сердцебиения, он прям как планшет, блять. Он же маленький был такой. And the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean house, but I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS. Boom, it's going to shut down everything. And I can move in. Можно использовать DDoS, который выключает всю технику. The heartbeat sensor is back. It's got a new look. But it also has a прикольная камера, которая помечает врагов. Блять, это для кемперов просто рай. Это заметит за полчаса, блять. Это еще не дошел. И причем я так понял, что эта камера делится на твоих тиммейтов, они все могут ее смотреть, если я правильно понимаю, про что они говорят. Players to get in and play with. I think there's something like 13 field upgrades, you know, between Warzone and 13 field upgradов. Pretty awesome. Oh my god. Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me, I mean, that's one element to look at now, but we've also got Gunsmith, brand new Gunsmith. Новый Gunsmith. Tell me about it and how we've Расскажите changed мне the way немножко про that we него, level weapons пожалуйста. and manage them. I mean, what's going on there? Yeah, so the new Gunsmith allows players to build out their weapons more smoothly than ever before. We put out some videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at unprecedented opportunities for weapon customization. And the new weapon platforming will actually allow players to unlock universal attachments through cross progression. So we saw a lot of really positive feedback from the community yesterday. Вот, теперь есть универсальные атачменты, которые подходят к нескольким оружиям. То есть нет вот теперь прокачки каждого оружия 70 уровней. Есть атачменты, которые уникальны, а есть которые общие для всех оружий. То есть какой-нибудь условный коллиматорный, он, блядь, для всех нахуй оружия одинаковый коллиматорный. Не надо его везде открывать. I know we all love the gun bench from 2019, so it's exciting. Блять, он тормозит. Гансмит тормозит, блять. Я понимаю, что бета, ну... Там нечему тормозить, это гифка. А давайте возьмем штурмовую винтовку и сделаем ее из СМГ. Вы не поверите, но в МВ 2019 года можно было так сделать. And really, that's the key thing this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault rifle with a thermal optic, with a suppressor, with a grip. And then you can say, you know what, I want to change up the playstyle of this gun. You can swap out the receiver to the AK-74U, make it an SMG, but you can keep that optic, that suppressor, that grip, they all come with. Куча всякой кастомизации оружия, это всегда прикольно, да, можно баловаться. И вопрос в том, что, допустим, сделаешь ты из калаша ППшку, но быть она нормальной или нет, это тоже другой вопрос. Знаем мы беты, ой, эти меты всяких варзонов. Две сборки, остальное не надо. Все, не надо. Грубо говоря, если представлять дерево, то есть основной ствол, потом от него ответвление, что здесь ты делаешь ППшку, здесь там штурмовуху, а здесь что-то такое среднее. Не, ну прикольно, это хорошо, что можно будет все кастомизировать. Я просто знаю, как работает меты Call of Duty. Не будет такого, что ты сделаешь что-то уникальное, оно будет в мете от этого. Weapon Vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1, the M4, the Mic 4, and the Weapon Vault maintains its aesthetic properties across all corresponding attachments. So we've heard you talk about the Frankenprint. This is our answer. It's an extremely rare. This is a huge, project for our teams to design these, but it is the ultimate weapon blueprint. And even better, you can unlock the entire Cinder Weapon Vault with the Vault Edition of Modern Warfare 2.
playable in beta. Ну, это просто рекламирует максимальное издание колды, что если вы его купите, вам кучу сразу атачментов навалит, и вы будете радоваться и купаться в них. Давайте говорим про карты и про режимы. Давай. Давайте поговорим про карты. Yeah, you know, right from the start, we knew we wanted to build another big map, not only for Battle Royale, but also for this other mode that we've been working on for Мы, говорит, хотели построить большую карту не только для Battle Royale, но и для того режима, который мы еще делаем. Все мы знаем, что это DMZ. When you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little POIs, these points of interest, and within each of these, we really fine-tuned that they can play large-scale core modes like Ground War and a bunch of others really well. And so, you know, stepping back from this large map and looking at how much open world sandboxy gameplay that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to refine and make them a tighter experience to contrast all this big карты 6 на 6 они хотят сделать все-таки не огромным вот этим недоразумением, а более плотно их заселить, чтобы геймплей был не размазан. Я надеюсь, фанатам понравится. Много разного, типа и для больших режимов большие карты, для маленьких более плотные. Ну не знаю, как это будет. Чего в понимании плотные? Excellent stuff. I might. They're fake. Hey, it's the first time for here on air. We've got some of the maps that we are going to be seeing in MW2. Starting with one. We've got a real fun one here. This is one of the aforementioned battle maps. Team, can you give me some details on Sarif Bay? So Sarif Bay is this little fishing town in the south coast of our big map, and we picked this because it has such a great mix of gameplay. It's right on a harbor, so we get to show off all our boats and our new amphibious APC, and you know, swimming, as we've already said. Можно тут плавать, транспортные средства на воде. Combat with all these tight little alleyways, and all this great rooftop combat, and mixed with our ledge hang, you get these really cool parkour combat. Паркура много, и крыши есть, все есть. Кстати, вот они ее показывают, она все равно большая. 6 на 6 она большая. Hang out and fight other snipers. А можно на вышку залезть? Да, можно. Okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the new maps that we're going to be seeing today. Есть некоторые футажи. Давайте, покажите. Do you mind giving us some details on this one? Sure. Macardo is a little street market in a historic section in Mexico. Our story behind this is, you know, the authorities have some intel that narcotics are being smuggled out of a warehouse, and they're going in trying to find and seize them. Мы просто смотрим, как она сделана. В принципе, много коридоров, есть длинные открытые пространства. Опять вот эти ебучие ворота полуоткрытые, да-да-да. Cannot wait, really cannot wait. Looks fantastic, and again, interesting to see you know, how that ties into campaigns and whatnot. All sorts of fun and games ahead of us. Looks amazing. Battle maps, core maps, 6v6. All this looks fantastic. But let's go back to modes. So we've seen some. Давайте what about the modes being played on battle maps? We will have the return of Ground War, but we've got a new large-scale mode that you've alluded to, right? Let's talk Invasion. Invasion называется. So Invasion is it's a big war map. It's like big war TDM, or we affectionately call it the shipment of Ground War. It's 20v20 players, but there's also 20 AI on each team. AI are coming in fast roping, they're coming in on medium birds. Еще и боты, и люди, and it's this high задача action всех mode. убить. It's super fun, but it's also really chill. The announcer's not barking at you. He's not saying like, hey, get to B, you know, they're taking C. You can kind of play it how you want to play it. You sit up on a rooftop and snipe, you can grab a shotgun and go room clearing. If you push too far into the enemy's base, AI will come hunt you. But we've also been really conscious of where we put AI in Они это описывают как битву с ботами, и где тебе особо ничего делать не надо. We don't want AI in domination. This mode, though, however, was built for AI, and it's a super fun mode. Can't wait for people to try it. Kind of a funny aside, you know, we took the name Ground War from a playlist in MW2, and that was just large-scale TDM and DOM.
and we kind of did the DOM in the last game, and now we're able to add kind of the sandbox TDM, and so we're kind of completing the cycle of that that old playlist. Yeah. Well, this large-scale stuff looks amazing. This looks so awesome. And okay, so what about the new 6v6 modes? Just keep dialing it in closer and closer. We also have 2 new 6v6 modes that you're going to be seeing here displayed today, and they will be in beta in Prisoner Rescue and Ну, спасти заложника, понятно. Prisoner Rescue. Okay, let's go into Prisoner Rescue first, Joe. So, Prisoner Rescue is an attack and defend mode. It's a round-based mode. Новый режим. The defenders have 2 prisoners. They're kind of spread out, and they need to keep hold of them. The goal of the attackers is to get to those prisoners, pick them up, and carry them to exfil. When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your shoulders and you can't use your primary weapons. Instead, you have to use a pistol if you brought it, or you're just stuck with fists. But the way that we give the attackers an advantage once they grab Раньше такой that режим prisoner назывался VIP, когда ты становишься VIP, у тебя есть только пистолет. А теперь, когда ты подбираешь заложника, у тебя в руках тоже только пистолет. Совершенно новое. As soon as they scoop them up. So now the defenders have to basically rotate back to the exfil and set up defensive positions. And it's this heart-pounding, adrenaline-pushing like mode once you grab that prisoner and try and get them out. Карты из CS 1.6, которые с приставкой КС, типа Ассалта или Мэншена. Вот это оно. Energy in this mode, which resonates with me in my time in esports. So this is my personal favorite of the new ones, and also sort of the strategic revives that happen. There is a revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates, and Не знаю, может быть, даже можно будет поиграть чисто ради геймплея, но все новое придуманное, хорошо забытое старое. Все это мы уже видели, все это мы уже знали. Okay, I can hardly believe that there's actually a lot more content to get through, but there's one more thing I have to bring up. I have the honor of officially announcing the third-person view is finally coming to Modern Warfare 2. What are the details behind this one? Вид от третьего лица. On stage from Patro, but what are the details? Yeah, you saw a little hint of it in the trailer too. It's been a pet project for us, right? We've always wanted to do third person, and all while we're working on all this other stuff, we've been kind of lifting up and doing third person in each mode. And the cool thing is that it's a modifier on our game, right? We can just turn on third person. In the beta, we're playing it in Hardpoint, but we want to try it post-launch in S&D. We want to try it in VR. And we have camera work. The camera collision's been reworked. It handles tight spaces. There's a water camera. There's an interior camera. You can feel the weapon shake when you're firing with it, and it's just we've put Короче, можно играть от третьего лица, от лица от первого. Привет, Division. Привет, заглядывание за углы. С этой камеры от третьего лица. Это что-то какая-то хуйня. Я надеюсь, это только PvE режимы или какие-нибудь там дебильные, не знаю. Ни одного шутера третьего лица нормального не знаю, ни одного. Okay, so what about this year's third mode? So I'm happy to say that Special Ops will return as our third mode and will be focused on two-player missions, asymmetrical game design. So think one player on air support, one player on the ground. And I think the OG fans will be really excited because we've looked at, you know, some of the iconic Modern Warfare missions like Overwatch and really tried to implement some of those themes into the design. So короче, они даже решили пиздить не со своей же игры, а с Overwatch. Steph, you're saying I should be looking now for a Special Ops partner. Sitting right next to you. Yes, you are indeed. Yeah, well, это хорошо. I do believe we have one more surprise for PlayStation players out there. What's that? Indeed we do. Let's roll the clip. И небольшой сюрприз для игроков на PlayStation. Чё, скинчик какой-нибудь? Эксклюзивный контент в Warzone. Ну да, скинчик, короче. Blade or bullet, fist or bow, spear, stone or arrow. These are merely tools. Бля, а потом PlayStation такая, ебать, не отнимайте у нас Call of Duty, блядь. Нам не нравится, что вы хотите ее сделать эксклюзивом Карабокса, но для игроков PlayStation мы какие-то эксклюзивные штуки будем делать. Вы уж как бы не обижайтесь, это так вот вышло.
PlayStation players will receive an exclusive operator, Oni. Oni is a warrior and gun for hire, descended from centuries-old samurai clan and torn between country and family, just like me. This is such an awesome looking operator, guys. Oni is going to be playable on day one for all who pre-ordered through the PlayStation Store. Plus, he comes with a high-level weapon blueprint, playable in multiplayer and Warzone 2.0. Steph, badass. Oni is awesome. I myself am a PlayStation player, and so I will be becoming Oni main day one for this game. And it's been really awesome to see our narrative team building out his lore, really bringing this operator to life with the creation of his backstory, his motives, and I think the art team absolutely crushed it with this skin. He is so cool. За геймплей там уже забили на все и просто пошли чисто друг другом пиздить, почилить. Играть не дают. Of the beta. So for anyone who wants to get an early first-hand look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to, it is immediately available around the corner. For PlayStation players who pre-order any version, early access to the open beta starts tomorrow. So make sure you are preloading right now. Now also check out your screens, since here's exactly when you can play the beta on your platform of choice. But don't forget, friends, it's also definitely worth noting that if you pre-order the Vault edition of Modern Warfare 2, you get to use the red Team 141 operator pack and the FJX Cinder weapon vault in the beta, in addition to being able to earn in-game rewards for playing all sorts of реклама максимального издания Call of Duty, что за него вы получите вагона маленькую тележку, и вы сможете на этом вагоне кататься, а тележку сможете пинать ногой. И также сможете кампанию пройти на неделю раньше. We'll be right back to show off the world premiere of Warzone 2.0. Don't go Warzone 2.0. Давайте показывайте. Call of Duty Next. Brought to you by Mountain Dew, official drink of Modern Warfare 2. Little Caesars, a proud partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 2. HyperX, official peripheral partner of Call of Duty. Play like a pro on the big screen with 144Hz VRR and AMD FreeSync, now on TCL 6 Series TVs. Prime Gaming. Visit gaming.amazon.com today and start claiming your free content. This is about to be a classic. We have 200 creators here on site, marching down the green carpet with one mission in mind. Обожаю конференции Call of Duty, блять. Вот никогда нахуй вы не можете просто взять, показать геймплей, а потом пиздеть. Вы будете пиздеть, а потом, может быть, чуть-чуть покажете. This is like one of those days where I enter and my hopes are so high. And what are you looking forward to most when it comes to Warzone 2? Prisoner rescue. I'm looking forward to using that inflatable soldier decoy to mess a lot of players. Kill streaks, I think. I'm honestly here just to learn as much as I can to prep for Old Men of Optic, because those guys are very old now. So maybe some OG maps coming back. Ничего ждать от того Call of Duty. Всего, вообще все. Прицелы, киллстрики, атачменты, все ждем. Search and destroy Code Red. Capture the flag, Code Red. If I'm going hard with the boys on a long night at S&D and I'm trying to get some nasty in-game comms, I'm drinking Baja Blast all night. Terminal or high rise? Easy terminal. Ooh, terminal. Most people have terminal nostalgia. Terminal. Terminal, 100%. I just replayed that recently and I realized that spawn trapping is horrendous. Easy. High rise. Strike. High rise. High rise. High rise крутой тоже, блядь. I've grown up on Code Red, so it's still Code Red for me. Honestly, I like the basic one, just Mountain Dew itself. Dang, I was gonna pick Code Red too. Can I get a second one? All right. Baja Blast. Выбирает свой Starting любимый October вкус Mountain 17th, Dew. unlock dual double XP, COD points, and also an exclusive Mountain Dew skin in Call of Duty Modern Warfare 2 when you buy specifically marked Mountain Dew. You thinking you getting me? Is you kidding me? Ripping everything and I'm forgetting to show you. Как говорится, Серега, запускай геймплей, блядь. Welcome back to Call of Duty Next. The Mountain Dew green carpet. God damn, it was beautiful. A lot of fun people out there. Everyone having a good time. And some incredibly well-dressed people out there. And some definitely not. Sweaty T-shirts abound. But here we go. Welcome back to Call of Duty Next, friends. We promised it was coming up, and now the wait is over. It is time to talk about Warzone 2.0. We got a glimpse of some Warzone 2.0 in the multiplayer reveal trailer earlier today. And it does look awesome. However, we need some true experts to help out. Back at the desk here, we have got Stephanie Snowden. Josie Scott is joining us. But of course, welcome Jack O'Hara, game director
at Infinity Ward. Joe, how are we feeling? We ready to party here? I mean, this is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0. Stephanie, the world cannot wait. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game, and so this moment is absolutely bananas for me. But Warzone 2.0 Я огромный фанат Warzone, поэтому анонсировать Warzone 2 для меня такая большая честь и радость. Я прям писюсь, блядь, сижу нахуй. Сука, когда вы хоть что-то, блядь, покажете нахуй? А не просто пиздёж, блядь, за столом нахуй. Я тоже сижу, пижу за столом, господа. Анонс, блядь! I think the key innovations that we discussed for multiplayer, those all exist across да хуй его знает, блядь, какой-то хуйне, цветастой какой-то хуйне сидит и говорит, блядь. Она играет в колду, сомневаюсь, она ее разрабатывает. Все, блядь, в черном, в солидном, блядь, одна приперлась, блядь, как на корпоратив, блядь. MW2 and Warzone 2 have been developed side by side since the beginning, right? Since we started down this road, and they're part of the same universe. Like Stephanie said, they share the same mechanics, the same weaponry, and even more просто все как-то в одном стиле приперлись, я не знаю, она, блядь... is a new map that we've been working on since 2020 with teams across the Она похожа на ламу из Fortnite, там тоже в таких же цветах бегает. It brings together new technologies in order to do it, and lots and lots of ебать, они опять будут пиздеть. And we've learned so much from players experiencing Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone, and we're really excited for them to land in Al Mazrah with their squad. There's a wide variety of points of interest for players to explore in this map, and we're really looking forward to seeing everybody in there. Well, here we go, a brand new map to explore and traverse. I cannot wait, Stephanie. Let's take a look. That's right, Miles. Welcome to Al Mazrah. This is our Вот нам new показывают map карту. for Warzone 2.0. Аэропорт, It is a порт, really interesting query. mix of geography. It is expansive desert settings with a mix of industrial areas, towns, деревня, a city, город. and of course water. It Вижу looks way опять better ебучие on this горы, screen than ебучие it did on пустые Twitter. поля, в которых нихуя нет. But you're gonna find a lot of really cool elevation, rocky peaks, caves, subterranean spaces. This map is beautiful, and it's actually the biggest BR map that we've ever made. And I am so excited for all of our streamers here to jump into Al Mazrah later today. It's huge. Look at the size of that thing. Okay, so that was a big picture, and it's a great way to see it from a sort of top-down layout. But let's take a better look at some of these points of interest. У меня такое ощущение, что она от Калдеры не сильно отличается. Рэпост. Query, ну Query это из МВ2 прям, да. Рохан Ойл. Ну типа вокзал. Обсерватория, это из МВ3 карта. Если я правильно понял. Ахат Виллидж, это из МВ1 карта. Аль-Мазарат Сити, ну город, короче, не знаю. Маршландс, это, по-моему, болото или что-то типа того. Аэропорт, это, скорее всего, терминал. Да, это терминал. Стейт-Сити, ну, типа торгового центра. Деревня. Кораблем. Это мы это уже видели, блядь. Деревня, гидроэлектростанция. Ну, много знакомых вещей. Но вот они показывают как раз точки интереса. То, что между ними, это ебучее поле. I think some people are going to drop to Observatory just to go back to home, you know? They're coming home. It's always nice. You're moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait I've been here before. I know what this is. You have all these flashbacks. Yeah, there's a lot of nuggets in there for some old I'll say Corey. I think that's gonna pop off. I think people will land around the edge so they stay in as long as possible in this match. But smart. We have some news for our edge of the map players. Я напоминаю, геймплея все еще не было. The map looks absolutely gorgeous, and I can't wait to watch our streamers here drop in early in an alpha build later on today. Okay, so moving on to the gameplay, we've got this beautiful space to play in. How do all of these multiplayer elements we've talked about a little bit earlier, how do they fit into Warzone 2.0? Что же нового? The super simple answer is all the stuff we talked about in multiplayer, the stuff you saw in the multiplayer trailer, that's all in Warzone, right? It's all integrated. Все, что есть в мультиплеере, все будет в Warzone, все будет интегрировано. Блять, сейчас точно, сука, так же.
Карта выглядит интереснее, чем сейчас. На нее надо смотреть в реальности, потому что хуй пойми, какое там освещение. Если оно какое-нибудь там солнце постоянно тебе в лицо светит, то хуй ты в него поиграешь. Самое главное — это освещение на этой карте. Вот я уже даже отсюда вижу кучу темных углов, в которых, если кто-то будет сидеть с черным скином, его нихуя не видно. Не, интереснее, чем сейчас, не вопрос. Сейчас поля и пальмы, блядь. Новая физика для транспортных средств. Are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them they react to залезать на машину во время движения. So if you're in a heavy armored 4x4 and get hit by an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you got yourself a lot of firepower driving into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will. Теперь из у машин будет заканчиваться бензин, и надо их будет заправлять. То есть либо на заправку, либо с собой канистру таскать. Привет, Fortnite. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. You forgot the coolest vehicle. The coolest vehicle? The massive helicopter that you can fly around. And it's a moving Это у platform вас with есть 3 doors. огромный You вертолет теперь. move a whole squad through the map. What? Wreak havoc. И вы можете всем складом туда залезть, аж вчетвером в огромный вертолет. You know, grab your teammates, pile in a vehicle, actually, you know, engage in battle from the window, leaning out, shooting in combat. Можно выглядывать из него и стрелять. По-моему, это уже было, блять. Вы забыли, что было в Warzone 1 верданский, что ли? Почему они одно и то же рассказывают, как будто это что-то новое? Какие массивные изменения еще? Давай, удиви меня. Бородатый, давай. What do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun. You know, friends new and old, maybe you're making them a game. And I think one particular feature that I cannot wait to see streamers engage with will be our prop chat. So it's coming. It will be in Warzone, and there is going to be some amazing clips. But I think Joe can tell us a little bit more about looting in Warzone 2.0. Сейчас нам расскажут про лут. Мне интересно про лут. They're like, yes! You know, in looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's going to go inside, go to the medicine cabinet and get you something to a Band-Aid, Neosporin, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet. You can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are Короче, они делают меньше рандома и больше осмысленности. То есть, если, допустим, тебе нужна какая-нибудь там стимулятор, который ты себя колешь, его надо искать в ванне, в аптечке. Если тебе надо искать какие-нибудь лоудаутные штуки, они где-нибудь спрятаны. То есть не просто рандомно разбросаны. Those crates are always there, so you can always have this reliable layer to looting. Incredible. This sounds really exciting. We go on a road Более trip through упорядоченно. Al-Mazrah, quite literally, like have a route we plan, hit the gas station, pick up gas snacks. up, pick up snacks, pick up ammo and all sorts. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously a huge component of BR's, Joe. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it, so we kind of talked about what could we do to mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually split, almost like a cell splits into 2, 3, or even 4 circles. Теперь зона может делиться на несколько зон.
what it does is it segregates teams, and you have these micro battles in those circles. And разделяет команды на микробитвы, а потом все стекаются в одну локля. Вот это круто. Вот это прикольно, вот это интересно. Это реально круто. Gearing up in buildings, you're like, here we go, it's about to kick off, and as soon as those circles hit, you have that final fight. So it's another kind of like twist in the gameplay that we feel like is a cool world event that would happen. Like, oh, the circle's splitting, we need to do X. Crazy. Get in the car, we're going now, go! All right, so apart from circle splitting, what about the Gulag? Is that still around? I mean, there's so much change, man. I mean, I'm ready for it, but Joe, what do we got? The Gulag, you know, we've been experimenting with, we've tried some crazy things with the Gulag. But the current version of the Gulag that we have running right now, we're excited people to play, is you're not in there alone. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out. Короче, and after теперь that, Gulag не you guys один are на один, а enemies 2 на again. 2. But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. You use the proximity chat to talk to each other. And the other thing we've been playing around with is you may see a little bit of an AI presence in the Gulag. So you have to be on your toes. Like, you're working with an enemy. There might be an AI here. You're picking up weapons. And we're excited for people to try it. And we're going to get feedback today too. And, Ну, and like Joe said, we've been through some pretty wild интересное. iterations of the Gulag, which I will not reveal here, but there's a lot in store. There certainly is a lot in store. Jack, I have heard of a new concept coming to Warzone 2.0 called Strongholds. That will include AI that may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. So strongholds are reinforced buildings that the AI is Там могут occupying ботов inside добавлять. Al-Mazrah in BR. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. We've worked really hard to bring AI Strongholds — это, короче, бот, места, где сидят боты, ты их зачищаешь, получаешь за это награды. Ничего принципиально нового. They're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map and just kind of protecting different POIs in different ways. Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Would you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally time. I have read about some new modes on the internet recently, but one of the most exciting things about Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ, Call of Duty's extraction mode, will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities with this game mode blow my mind. So DMZ. I can also confirm that DMZ is real. We're not going to go into depth on it today because we do have to keep some stuff in reserve. Мы про него рассказывать не будем, потому что он нихуя не готов. Но, короче, они нам сейчас пытаются пересказать, что такое Тарков, не называя слово Тарков. It is played across the whole map. И как он там, Хазард-зону в Battlefield. Large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with your team. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely. Or you can just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al-Mazrah and see what's there. Ну, короче, мы наигрались в Тарков, нам понравилось, мы решили сделать Тарков в Call of Duty. Ничего нового там нету, тот же самый Тарков, но теперь он просто в Call of Duty. And we want players to have an amazing experience in Warzone 2.0. We've been listening to the conversations in the community, specifically around small maps, Ricochet, anti-cheat, ranked play, and beyond. And trust me, although we're touching on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience today, and mostly focusing on BR, there will be more news to share over the coming months. This is only the beginning следующий месяц будет еще больше новостей. Сейчас мы вам показали вообще все, ой, ничего не показали, забыть.
Warzone 2.0 will be free to play for everyone on November 16th. 16 ноября, ну кто бы Season сомневался. 1 across Modern Warfare 2. Это все улетело в сеть еще месяц назад. Через 2 недели после выхода МВ2. Кто успел оружие прокачать. 125 million players in the original Warzone, and I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al Mazrah for this experience. And you will have a chance to see a Warzone 2 Battle Royale Alpha playtest happening right here behind us very, very soon. Yeah, the streamers are hot to Это еще, trot. говорит, видите, альфа-тестирование Warzone, которое сейчас будет показывать скоро. Сначала еще мультиплеер еще должен быть. You'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this. Теперь еще про Warzone на мобилках расскажут, ну ёб твою мать. Там стримеры-то, блядь, не уснули, которые должны геймплей показывать. Далеко, говорит, не уходите. Я пойду Hummer EV pickup, the world's first all-electric super truck. Intel, built for the next generation of gaming. Squad up sooner with Xfinity rewards. Get early access to Modern Warfare 2's open beta. Jack Links, squad up with Sasquatch. Jack Links is good with it. Eureka Ergonomic, leading designer in gaming furniture and proud partner of Modern Warfare 2. Так, что у нас тут? Кинематографический трейлер Warzone. О, господи, какой он смешной. Это ж Верданск. Причем тут Верданск вообще? Это Калдера вроде, да? Нет, определенно Верданск. Ебать, прайс жёсткий, конечно. Ебать, он скользит нормально. У него жопа смазана жиром, что ли? Призм. Кулак. Так, голос какой-то смешной. Конечно же, нам надо сказать черную тетеньку, которая бегает быстрее, блядь, вертолета. Ага. А, ну это на мобилках. О, господи, я-то думал, Верданск куда-то впихнут. Это все, сука, на мобилках будет. Фу, блядь. What a jam-packed day we've had here so far. We got Warzone 2.0 and Modern Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. It's me, Beef Mommy, and I couldn't be more excited to be here with none other than Chris Plummer. And Chris, what do you have for us today? That's right. Today we are proud to introduce Call of Duty Warzone Mobile. Yeah. This Call is of the Duty real Warzone thing, на and it's on your мобилках. phone. For the first time ever, you can drop into Call of Duty Ура! Warzone from wherever life takes you. Let me quickly point out the И там gameplay будет you're seeing Верданск. today, it's still alpha, so it's Это only единственный going to get плюс. better. And for Warzone fans, you will recognize this drop sequence right away. I mean, honestly, it just gives Это me so единственный much плюс nostalgia. Warzone But wait a minute, Chris, Mobile. is Это that Верданск. the legendary Verdansk? You know, this is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map to Вот почему mobile for Верданск the никто very никуда не first вернет, time. потому что он только на From its мобилках. hallmark vistas and these dense urban areas, they're just so much fun to play in. Wide open fields, ready for battle, and intimate, close quarters combat environments. There's so much variety in Verdansk. It's famous for good reason.
teaming with fan favorite locations like Boneyard. Мы в это играть, конечно же, не будем. Even TV Superstore, TV well, Station. I'm getting classic Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, you know what, maybe just give me your phone real quick. Maybe I can see for myself. No? You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible. Короче, пацаны, Верданск на больших варзонах не ждем, только мобилка. Илюх, зачем? Скажи мне. Ты в Call of Duty Mobile играл? Или играешь? Не верю, что там такой FPS. Я не верю, блядь. Он на старых консолях-то был хуёвый, блядь. Тут 40 FPS было, а тут вот... In Warzone Mobile, these are the kind of details that we care about that make the combat feel airtight and authentic. Играл говнецо. Что ты взял, что вот этот совершенно иной геймплей? Это тебе просто не показывают, что у тебя на экране вот такие огромные кнопки, блядь, которые вот такого вот размера, блядь, чтобы ты не промазал. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and показывают игру без интерфейса. Во, вот это уже реальный FPS, когда вот это вот падает до 25, вот это оно. Во, вот, смотри, как это выглядит. Когда без интерфейса, это нормально. Я могу геймпад подцепить. Ну, Илюх, из тебя игрок на геймпаде, мы знаем. Короче, они тупо скопировали Warzone уровня Верданска на мобилку. Все. Они будут долго-долго об этом говорить, но суть в этом. But they're not necessarily down for the count either because we have the gulag. So here players can fight for a second chance. So when you go down, you get to fight one-on-one with another down player. Конечно, там ассист такой, что там попробуй не попади, блядь. This is how Warzone Mobile plays out on a truly massive scale. Unlike anything тени постепенно прогружаются, текстурки постепенно прогружаются. 120 игроков, блядь, так лагать будет, ебать. So we are supporting up to 120 live players in the single match. Wait, hold on. Did you just say 120 players? Смотря как кто-то играет в автобусе с геймпадом на телефоне. Battle Royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important and a lot more fun to play with real. Говорит, мы ботов добавлять вообще не будем. Ботов не будет вообще, только игроки. Поэтому матч будет искаться примерно 2 года. Ну или быстро, но лагать будет, потому что пинг будет высокий. And absolutely, it is huge. And I don't think there's a game on mobile that can top that. In terms of real player count, of course. But how are you able to even pull that off? We can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other Battle Royale games on mobile because Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features that will be in the console and PC version of Warzone 2.0? Exactly. Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar. Короче, вот эта мобилка еще и будет связана с Warzone 2.0, который на больших платформах. Investment in playing is now recognized across Modern Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. So wherever you're playing Call of Duty, короче, прогресс будет общий. Одни из скрем подтвердили, что сейчас у них 90% ботов. Они говорят, типа, мы вас услышали, вы не хотите играть против ботов, только люди, больше ботов не будет. Видимо, да. Видимо, там только бот. Ну, в мультиплеере там полно ботов, там просто доебили страсть ботов. Call of Duty Warzone Mobile is loaded up with the same authentic Call of Duty weapons and operators you'll recognize from Modern Warfare 2 and Warzone 2.0.
And whatever you get from the battle pass, you will see it on console or PC. It'll also be there on your mobile device. Короче, Battle Pass общий будет качаться и на мобилке, и на консоли, и на компе, везде. Love to hear that. And as a matter of fact, I saw some of the same Блять, weapons я не and верю в такой operators FPS, being shown честно. earlier today in Call of Duty Warzone 2.0. Are you aiming to make it exactly the same on all platforms? You know, that's a great question. See, the team's incredibly excited Вот about они how прям deeply connected and authentic the experiences in Call of Duty Warzone Mobile. чуть-чуть этих, когда показывают геймплей, прям его очень немного, потому что он такой убогий, блять. Вот когда вырезанный интерфейс еще хорошо выглядит. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. На заднем плане что там происходит? Да? Их заебало час сидеть и ждать, когда уже начнется играть. Они пиздят и пиздят, геймплея не показали еще. То есть я уже стримил 1,5 часа, 0 геймплея, блять. Недооцениваешь FPS на мобилках. Я к тому, что я просто слабое устройство. А ты думаешь, у всех, блядь, геймерские мобилки, что ли? And this is why we are supporting synchronous crossplay between iOS and Android platforms exclusively on mobile, and we're avoiding the imbalance that comes with crossplay between mobile devices and consoles or mobile to PC. This allows our teams to deliver the best possible mobile gameplay with a unified feel. And by doing this, we don't need to compromise the tuning for any platform. This ensures a level playing field and more fun for everyone. Now, keeping those controls balanced for all player types, it's super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console-first player that's sneaking in an extra match during your lunch break. Ты видишь, когда они показывают геймплей, блядь, там 20 FPS, а когда они показывают вот эту хуйню, там 60. We are committed to providing the most robust control options anywhere for a pick-up-and-play experience that's accessible to all of our players. Люк, ладно, давай, ты будешь играть, будешь мне сообщать, как там оно играется. Я в это не верю, это хуйня полная. Well, it's time to get your mobile devices ready, because I'm super excited to announce that starting right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone. Недоступно в вашей стране, но кто бы мог бы подумать? With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to Если сможешь поиграть, конечно. Hey guys, Ferg here, and I am thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. And now you can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be Нам among рассказывают, the как first сканировать to QR-код. Tell your friends, because the more pre-registrations we drive, the more rewards we can earn. Like special weapons, vinyls, and emblems. Plus, if we reach the top milestone of 25 million pre-registers, Они хотят достичь 25 миллионов предварительных регистраций. You're not going to want to miss. What are you waiting for? Sign up using the QR code below. В нашей стране недоступно. По крайней мере, в Google Play. Выходит когда? Да хуй его знает. 15 сентября пререгистрация. Там сейчас еще альфа. It's Miles here, joined by Maven, Alicat, and Nameless Studio. What? Oh, guys, the adults have left us alone on the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty litty day so far. Yeah. Where do we even start? I mean, dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me I could be in the airport playing Warzone now? Back in Verdansk? That's lit. Also, Al Mazrah, it looks absolutely incredible. Oh, it's insane. There's no shortage of crazy stuff coming our way. Ali, yeah. I mean, lay it on me. Multiplayer for Warzone, for Modern Warfare 2, insane. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday, a little bit of a pre-test, and loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly. Maven, my good friend, you've played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Yeah, how you feeling? No, 8 hours a day for years, it feels like. It just seems fresh, man. The map, like everything about it, triple circles, the water, the boats. I mean, I was like kind of the proximity mine king for a while there, placing them under vehicles, trying to blow them up and set booby traps. And now you're В общем, они обсуждают Warzone 2.0, что он играется совершенно по-новому, свежо и вообще классно. We've seen a lot so far today. We've seen Warzone Mobile, of course, multiplayer there, and a bit of Warzone 2.0. Cannot wait. But guys, it's time to get into business. Let's now get into the command center.
This is it. Welcome, ladies and gentlemen, to the Command Center, presented by Xfinity Rewards. We're going to be rolling the show through all day today. Xfinity customers, they can start playing Modern Warfare 2 sooner with Xfinity Rewards. Visit xfinity.com/rewards to get your code for early access to the open beta. It's free and it's easy to join. Guys, I mean, every time I sit down, I take a breather, I'm like, there's so much. But first and foremost, guys, before we get into this one, there's so many streamers here. We need to give a big shout out to Intel, who's powering all of the Сука, я сегодня не пойду играть, блять, пизду. Я пока это досмотрю, блять, уже утро начнется, блять. Like the fact that he actually made the trip out, I figured they have to have something special. The fact that you have a dedicated PC to the streaming side and to the gameplay side, and it's set up for this many people. Intel, thank you. Ridiculous. This is incredible. It's incredible. Ridiculous. We're actually almost ready to get into the gameplay, guys. I mean, Ali, you 6 на 6 геймплей. Показывайте. A little, yeah. We played a tiny bit. I can have an accent too. Did. I'm getting mocked here. My bloody desk. We got to play a tiny bit yesterday. Yes. It was pretty fun. But now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest, quite literally from almost every part of the planet, coming together here in this crazy top secret location. What can we expect? It's going to get loud. It's going to get incredibly loud. Yesterday it was loud, and I believe like not even everybody had shown up yet. So now that we have a full building of all of these creators, all of these PCs, I'm expecting people to get up and start screaming, Miles. It's going to be insane. Clint, we heard Courage from like headphones on. He can be heard from space. Oh yeah, no, 100%. Like Ninja. body pop, if he's on a subtrain or something, Lord knows what that's going to sound like. But my boy Tyler Blevins, Ninja here as well. But like, I think this is a testament. Кстати, ничего не сказали по поводу звука. Возможно, он будет такой же Like the уебанский. fact that there are this many big name streamers in attendance, we're going to see some incredible gameplay, go through the various modes. I mean, this is going to be a real treat. It really is. I mean, and you've been around a long time in the Call of Duty world. In this venue right now, we've got streamers and players from, you know, all across North America, all, you know, South America. We've got players all over Europe, Japan, Australia, you name them. We are all over here. Mobile players everywhere. Yeah. How do you describe the vibe in the room right now? I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty all in one room getting ready to grind. And, you know, I was talking to them earlier. I was walking Блять, у них даже когда они анонсируют геймплей 6 на 6, надо пиздеть 10 минут. Я хуею, блять, это что за анонсы, блять? Они рассказывают одно, блять, и то же. They're also here because they want that banger clip. Like everybody wants, like you know, like you're trying to go out and fry some of these big names, get a clip out on social, your YouTube, whatever it's going to be. So yeah, I'm sure people are going hard in the paint or falling to their death if they're Tim. I'm sure we're going to have a couple of those. I'll go a little bit of that later on. I think we're actually ready to hop into gameplay. Dr. Lupo, Так, one of our first here, and he's already down and out, but we are playing, I believe this is Hardpoint and Mercado, nameless. Yeah, you know, I didn't get to play this map yesterday, but one thing I just want to point out with this game is it's a lot more vibrant than some of the MW games that we've had in the past. There's so many more colors, and that's something that I always enjoy, especially with Call of Duty. Бля, вот циферки, буковки, такое ощущение, когда вот пишут по убийству, прям как будто с мобильного кода. Очень бедненько. Gorgeous. It really does. And I'm not that I had any concerns about the visual side of it because they're knocking it out of the park every year, but it's just aesthetically pleasing. It is. It's very, very pretty. That is, of course, Dr. Lupo. You can watch him stream this live. Every single member of the crazy, I don't even have a name for it, the stream pit here, COD Next, all of them live on their own channels and unreal, man. Yeah, it's unreal. I mean, all these guys are going hard. You can see he's locked in. Короче, очень похоже на МВ 19-го года, только чуть-чуть ускоренное. So much different than Call of Duty's in the past. You know, it's not that slide cancel. You got to complete your slide. The dive mechanic, it plays out so much different. Очень приятный звук стрельбы. Я прям чувствую вот эти вот ощущения от попаданий. Буковки не нравятся, циферки прям вот как будто мобилка. Прям бедненько. Talking horrendous, man. Like horrendous trash talk. All very good-natured friends of mine, you know, but I'd be kind of weird. Динамичнее, чем МВ-19, мне это нравится. He has no idea. I walked past him today and I was like, "Good morning, dude. How you been?" He's like, "Hey, man."
Not a single word. Ali, not a word. Not a word. I actually got into a game against you specifically. I was on, I believe, Nate shot streaming account. I don't believe that he's here today, but I was getting disrespectful with some people on the map, and I believe that you were in my last game, and the second I killed you, you left. I remember looking at the leaderboard, and that wasn't me. That was Оставили спотающую гранату. That was Ninja. Over to Courage now, who's having a good time. And you know what? По нему прям видно. Having a good time его убили, он начал тут, блядь, минимапа на месте. Кстати, да. Ну, слушай, минимапа уже не новость, она и в МВ-19 даже есть. Она просто там ебаная, но она есть. Можно хват менять с левого на правый, смотри. Видишь, он слева. Прикольно. Они изобрели Counter-Strike. Блять, у него моргает экран. Это баг текстур. Бля. Ой, ёбаный стыд. You saw a taste there of when you're spectating a player, you get that kind of like over the shoulder, like tactical camera view, and it just adds this insane level of like, it's like realism, but like it just. Мне нравится, как они про него говорят, что он having fun, а он там сидит орёт, блядь. It's a nice new feature here in the game. And sorry, Clint, this is the new knockout mode. I don't think you might not know what this means. I haven't seen this. Не смог прислониться. I was watching some of the guys play. Он на геймпаде, что ли? Нет, на мышке. There's so much new stuff. Like I've just been looking forward to seeing what's going to be on the table. But let's see if Jack can actually step up this time. No, not going to happen. Just getting destroyed. I'm sorry. Superior positioning, Jack. You are awful. Oh, was that too hard? He's my... No. Кибок, контроллер, графикс, аудиоинтерфейс. Ну, как минимум есть поддержка клавомыши и контроллера, то есть тут все осталось. Интересно, а где-нибудь есть фолд? Покажи, есть фолд, друг? О, это ППшка, похоже, да? Витол есть, это Харриер, который условный. Это что такое? Это тишина, что ли? Или что это такое? That's really cool. Oh, this is Стреляет прикольно, кстати. One of the all-time greats in the competitive Call of Duty. One of the maybe the if not the. Yeah, I don't know why I said it that way. Yeah, no, like the all-time great. Yeah, he's the greatest. But there we go. Swag now getting involved as well. And to your да, point, это мертвая тишина. У него просто значок другой. At this point in time, obviously, it's quite hard to recognize, but that is a part of the M4 platform right now. That's his primary weapon. Yeah, I mean, it's awesome. Like you can switch Яркая, граната тактическая, менять на бёрст и не на бёрст. Как он камеру удачно поставил, вообще вот столько лица, и остальное просто зеленая хуйня какая-то. Ну, ряды, ну, я прям вижу МВ-19, я не так давно в него играл, да, это прям оно. Это оно. О, дверь аккуратно открывается, хотя нихуя не аккуратно. Она так... You can jump from rooftop to rooftop, and like you can jump further than you think, and I found that out very quickly. Like I would get to the edge of rooftop, and I was like, I wonder if I can make this jump. Очень быстро. Ну это стандартная вот эта болезнь Call of Duty, что ты стреляешь как будто много, а тебя убивают прям за вот так. Speaking of snipers, Pomage now, who's having a great time here. I mean, we've seen a lot. Блять, они про всех говорят, что они имеют типа fun и great time, то есть развлекаются по полной, и когда их показывают, блять, они такие там унылые сидят. Это просто пиздец, потому что они сосут. Показывается того, кто побеждает, блять. Он прямо по нему видно, что он having fun, блять. And this knockout game is not going very well for the red team right now. Pomage's team obviously winning this one. Again, secure the grab, the money кто-то он на мобилке играет. Oh, I forgot, friends, here at COD Next, it's all going on. Mobile gaming right side of your screen. We've got all of it going on. Really, a celebration of everything that is Call of Duty and even Courage. Я правда не пойму, мобилка это Warzone или это... And professionals, true professionals.
Wait, do I probably need to get this. I've been playing some COD Mobile, Diablo Immortal. Like I've been grinding more mobile games. У них все тот же баг, когда у тебя киллкам, ты кого-то убиваешь, и у тебя пропадает все. Типа не до конца. Thumb sleeve. You're in the right place to ask about that. There is an army of professional... I'm looking into that. No, that's actually an issue. It's like, it's a little bit slippery, you know? So they're playing some hardpoint here, and you know, obviously, us coming from the esports side of things, we love hardpoint. Miles, we were talking about this morning. Качество какое-то прям хуёвое, ну ладно. Я так понимаю, 200 стримеров довольно сложно в одной комнате, чтобы стримили на высоком битрейте. There are some movement mechanics for you speed demons out there if you want to make some plays. Yeah, there's a lot of talks about, you know, the way slide works now, and of course the dolphin dive is back. I don't think it's... We're not calling it the dolphin dive. Понятно, что качество говно, типа картинки, но имею в виду из-за стрима, но по графону, по-моему, ничего принципиально не поменялось. Try to stop sliding, try to dive a bit more. Come on, Butters, show us the dive. Showed us the slide, now we're looking for the dive. Out the window, just dive out the window, send it. Вот выпрыгни в окно, выпрыгни в окно. По-моему, никто не хочет выпрыгивать в окно, потому что можно разбиться, наверное. На. So you think like all the exciting moments you're going to have. Oh, here we go. Butters is going to be sniping there. That's the... So we have the Hurricane. Вот она прыгнула. That's going to be one of the M4 platforms. Dolphin Dive, да. Это из Black Ops 1. Ну и там еще потом где-то он там появлялся по-любому. Ну, слайд есть, да. Опять вот этот дурацкий респаун, когда вид сверху, а потом тебя спускает. Вот это мне больше всего не нравится в МВ-19. То есть, когда ты просто часто начинаешь умирать, это начинает прям бесить. Ты не просто нажал кнопку и появился, нажал кнопку и такой смотришь сверху, он у тебя спускается, побежал. 6v6 is a totally different flavor. I mean, that obviously and excites us more than maybe it should most. Oh, I mean, we love it, right? Like we're here to see people go hard, try to win, be competitive. Такое ощущение, что интерфейс сделали в угоду мобилкам. Циферки на экране прям вот очень мобильные. Там прям в код мобайл прям именно такие циферки, когда ты кого-то убиваешь. То есть тот же шрифт, то же самое. По девочке видно, что она having fun. Это такие цифры, по-моему, были в Black Ops 3, что ли, блядь. Ну они какие-то, знаешь, аляпистые, какие-то не просто. Ты, конечно, понимаешь, я привязался к ним, но это часть геймплея, блин. Эти циферки постоянно перед глазами. Надо, чтобы они были эстетически приятными. Ну, короче, в принципе, это МВ-19 с не таким большим количеством кемперов. По крайней мере, тут я не вижу, что прям кто-то прям кемперил. То есть, да, они удерживают позицию, но, во-первых, это режим игры такой, во-вторых, ну, как бы... Его там все точно так же убивает, там полно открытых мест. И обойти тоже вроде можно. Even if it's not like class-based per se, like they want to kind of funnel it with that behind the purchase, but I think that's pretty dope. But you can also make your own, so you can create it. Отдача присутствует определенно. Вон там слева внизу Карыч орёт постоянно. Ёб твою мать! Having fun. Game progresses slowly, so no matter how you're playing, you're going to get your perks eventually. But obviously, higher scoring game, you're going to get more. And it's just really interesting again. And the perks are almost tiered. And again, Jeff and Joe probably. Господа, пойдем в Discord обсудим. But the idea that like, yeah, the first two perks, they're fine. They sort of help out the gameplay. That mid-tier perk, way more sort of impactful. And that final perk, like kind of like the super perk. That's not going to turn you into Captain America, but it is going to make you way more effective. I kind of want to be Captain America beans right now. Taking Jeff and Joe's thunder. Symphony was just on screen, so. I mean, the wagon on that boy. What? There it is. Вот хват с левой руки, конечно, довольно интересная штука. That's what you're watching? In your free time? Ну, типа, я понимаю, что это было CS 1.6, но типа, этого раньше не было. Я помню. Такое ощущение, что обзор больше.
Или может of просто course, we're talking тепа about like такая. 3-lane maps. This is one of those maps that felt like a very good hybrid ниндзя. 3-lane map that does really, really well when it comes to a game with like Ну, their в search смысле, and destroy. Like you have your не на traditional outer картинке, а lanes, and играет. they have their hidden corners, and they have their ways, and then that middle is just pure chaos. It's kind of like a little bit of like it reminds me of like a paintball range with all the walls and the corners that there are. знает, So но this is probably one of my favorite maps счет не that we очень are playing большой, right то есть now там in the beta 13-8, это testing. как-то... And as you can see, everybody is having so much fun on it. I mean, 4 and 5, everybody's doing pretty okay. It's a close game. Aiden has 14 Хотя бы kills. пишется I just смерть. saw the kill board. He's Смерти on the пишется other сразу, team. а не как в Авангарде, где пишется смерть только в самом конце матча. И весь матч играешь, не знаю, сколько тебя раз убили. Ну, если ты не считаешь, конечно. He is flying. Oh wow, that's what we're talking about. Как вот он сейчас не убил? Феник. Это вепа называется Феник. Ну, соу-соу. Nice try, Mason. We still love you. Hurricane OP. Hurricane. It's such a different look. Like when we're spectating these players and they're having gunfights, stuff like the way the player animations are, the sound effects, like the game has just been like it's everything we liked about MW19, all the stuff that was already there existing, and they've just been. I mean, it's Salt Bay right on top, just hammering away, sweet seasoning top to bottom, and it was a close game, and now it's done. He looked very sneaky, and then he was just evaporated. I gotta say, the bunny hop is back and forth. Oh, yeah. Man, the bunny hop is clean. We know Sam LaRue Octane. Gotta give him a shout out. He's gonna be bunny hopping all day. We got Myth on the screen here. What's he using? M4, I think. Again, looking at these weapons, you know it's an M4, but Что касается карт, как всегда, кротовая нора, где миллион проходов, миллион укрытий. То есть, в принципе, надо смотреть желательно сразу во все стороны. Так, это что? Это Predator. Nice. Myth able to hit it. He's vibing right now. But it's crazy. Like, yeah, bottom right, you were kind of mentioning like how different the DDoS задействовал, чтобы ни у кого не работали радары и все такое. In-game settings where you can make your gun a little more Nice. wider, Почти. there's options, you know, just create that sort of visual. Look, you want the game to be as appealing as possible for you. Maybe you don't want the gun to be so big to obscure the view. Maybe you're one of those players. Settings personally. Like, give me the option to tweak it how I want, right? There's a lot of settings in this game. I'm gonna get lost in that for the entire first day, probably. Once campaign hits, I'll spend about 3.5 hours messing with settings and then getting that first mission. Я, конечно, так понимаю, там доступен Феник, МХ. Опа. Come on, Swag. Swag's dialed. Hit it. Swag. Yeah, this sub looks like it's dominant. Also, all the sounds and Может, это everything. не Феник. Oh yeah. Everything is there. I mean, it's I wish everyone could experience just this environment, though. Like, as much as we're enjoying the gameplay and stuff, and how cool it's been. Because, like, a lot of these content creators, like, they're friends or they're familiar with each other. They play games online, but like, it's not often you get them all in one place like this. It has just been a vibe. Seeing everybody going up, some meeting for the first time. потише их сделаем. We have interacted so many times on social. Блин, ну в принципе, это МВ-19 немножко ускоренная. В целом-то норм, как бы МВ-19 в плане ганфайтов-то была хороша. У ней плохо был мап-дизайн и то, что тебя заставляли пасти. А тут я как-то не вижу, чтобы тебя пасли и так далее. Они, может, конечно, специально так играют. Их же там разбили на группы тех, кто агрессивно играет, тех, кто пасет, и тех, кто там ультимативный, скажем так, геймер. Individual streamers seeing them going through weapon loadout, seeing the operators there. So many cool changes. A lot more of a streamlined experience. It's sexy. Довольно интересный выбор кастомных лодаутов. То есть нестандартная менюшка. Но, к сожалению, не догадались спиздить у Battlefield систему с подстраиванием перков прямо во время игры, как в Battlefield, где ты выбираешь себе, допустим, 3 прицела, 2 глушителя и 3 рукоятки. Можешь прямо во время бега зажать кнопочку и поменять. Не догадались, не сделали, не стырили эту штуку. Я, честно говоря, на это надеялся, но, увы и ах. Fairly much there. I love that because I mean it just feels like sometimes it turns into this one gun that can do everything. Yeah. Right? And I think everyone appreciates a little bit of variety. Like an AR feels like an AR. Literally what this game is, because you can change your gun up to whatever you want, right? So well, in a way, yeah. But like I think Tally's point, like
there seems to be a little more separation between Yeah, your like I haven't seen the Так. gun just yet. No, I mean, we saw Aiden, of course, on the Mountain Dew green carpet. Like, I Ну, want a вот прям в общем и целом and I'm sure he can make it, but broken, we'll find out what that really means. я не вижу чего-то такого, чего я никогда раньше не видел. Да, я вижу хват с левой руки. Я вроде как вижу красные точки на радаре, хотя качество довольно-таки хуёвое и непонятно. Нет, у меня 1080 стоит. Оно хуевато. I need a good sort of 2 to 3 hours to really look at Chef Tony. This is one of the most famous Italian men in the world. Makes a mean stromboli. We love him. Metal boots on the building. It's got the M4. He's gonna run this class setup from now until the next 2 years. Причем, когда кто-то стримит, обязательно сзади них кто-то, блядь, ходит. Хули вы там ходите? Что за проходной двор? Отдача определенно есть. Пацан, перезарядись. Новый значок лестницы. Интересно. А что ты делаешь? Ты стреляй давай. Двери можно закрывать. Ебать, 75-74 они выиграли. Пацан прям обрадовался. Это победа, да. Ну-ка, киллкам. Play of the game. Ладно, все, они вырубили. Не знаю, надо, конечно, пощупать, самому поиграть, но, по-моему, карты большие. То есть они как-то, ну, масштабные довольно. Ну, примерно размера МВ-19. Он убивает каких-то АФКшечек пацанов. Кто там АФКшит вообще? Вас позвали на ивент в АФКшить. Конечно, смешно. Хорош. I think I'm actually locked on this desk all day. I would love to play more. After the stream's over, I think we could play more. Yeah, I think we. Ну, пацаны уже после первых раундов начали осваиваться, более-менее запоминают. Это я уж сам ее, блядь, запоминаю, эту карту. Придает. Ебать, какая у него шапка классная. Это же он? Да, это он. Ну, по крайней мере, у него есть усы. Шапка отличная. Блять, это что за вепа вообще? Это А, это вот это феник. А хуйня, значит, другое. Но отдача, конечно, жесткая. Как он там вдаль кого-то убивает, блять, это вообще пиздец. По-моему, просто за счет того, что очень быстро стреляет. Потому что я... Пиздец какой-то вообще. И, по-моему, визуально только отдача, потому что пули, по-моему, не разлетаются в разные стороны. Потому что он стрелял, как он стрелял, довольно точно так и стреляет. Но вот не хватило ему. Ну там эти 30 патронов заканчиваются прям пиздец. За секунду. Всем нравится шапка, я смотрю. I mean, he is one of the better aimers I've seen, though. Like a lot of the tournament stuff, where you're talking about mouse and keyboard players, like he is absolutely nuts with it. Значит, вот это все-таки не феник, это что-то другое. Ну там 50 патронов, да, неплохо. Хотя, блин, стреляет по звуку плюс-минус так же. Кстати, вот такое себе. Потому что феник, что вот это стреляет по звуку примерно одинаково. А это принципиально два разных оружия, блин. Чувак, ну ты же видишь за тебя красную точку, ты чё, блядь? На радар вообще никто не смотрит, по-моему. Так, ну гостов, по крайней мере, ни у кого нет, поэтому на карте отображаются все. Интересно, какой тут гоуст. То есть, который работает только когда ты двигаешься, или который работает всегда, или его вообще нет. Не, ну он по-любому должен быть.
У него серия 15 вот у этого пацана. Жесткий. Авиаудар бахает. Да не, ну мы это видели, это реплей. Спасет. Найс. Но честно, когда это начинает все стрелять и дымить, ни хера не вижу. То есть оно все трясется, еще там дымится, и не знаю. Такое ощущение, что тяжеловато увидеть. Если там враг начинает там слайд кэнселить, ложиться и еще что-нибудь делать. У него киллстрик 20, блять. Блять, может он нюк сделает? Передвижения, говорит, совершенно иные. Да, по-моему, нет. По-моему, просто чуть быстрее, чем было. Вот этот двойной прыжок с разбега. Обязательно сзади кто-то проходит. Что они там ходят вообще? Что они там делают? Давай, добей. Я хочу, чувак, чтобы ты добил ядерку. Цена есть. У тебя 30 патрон. Он как бы пасет, но он не сидит, смотрит в одну точку. Он в акте идут. Давай, давай, давай. Найс. Блять, что вы с него убрали? У него там, блять, 25, по-моему, киллов. Yeah, that's what I was actually wondering. Wait. We're gonna get up there and kick his ass. Oh, I think that was Breadman. That was Breadman. Yep, I believe that was Breadman. 25 он набил. Ну что, нет, ядерки на 25. Get up there, get him. Just go back in there. I mean, this is going on the timeline for sure. Breadman's got clips for days. I mean, Destroyer's calling the streaks to the SAE above. What have we got here? We got a sniper. I just think about Жесткий снайпер, который не знает, в какую сторону мне воевать. Yeah, no, he just looked dialed in. I don't think he said a word. Очень медленное прицеливание. Но для снайперка это нормально. Это я одобряю. Ну, то есть, типа, я сам не снайпер, я не очень люблю квикскоперов, поэтому... Если они хотят вот так долго целиться, это их выбор. Ну, давай, попади. Не попал. Ну ты же видишь на радаре, ну ты чё? На. Размотали пацана. You hold your own flank at that point. Yeah, you got your own choke points. That's great. And again, another thing. Oh! He nearly got both of them there. And of course, Isaac, one of our streamers coming in from Europe, made the long trip across. Yeah, I was wondering how many people we had here internationally. I've casted over him in a bunch of Warzone tournaments. He's made some deep runs. Guy's a monster. Ну, честно говоря, примерно получилось то, что я и ожидал. То есть это МВ-19, немножко улучшенная, допиленная и побыстрее темпом, и с поменьшим количеством кемперов. Но дизайн карт все еще такой же дырявый, то есть там вот даже вот он тут стоит, тут туда попасть можно до 7 разных путей. Но радар хотя бы нормальный вроде как. Даже счет, когда он открывает, цвета те же. Ну, понятно, что красный-синий это ультимативные цвета, это еще в Хейла есть. Но, тем не менее, цветовая гамма плюс-минус такая же. Его бэкстебили, но его кто-то спас. Ну, тактический бег все такой же. Мне кажется, простой бег быстрее даже стал. Ебать его вбрили. Это вот вид сверху при респавне. Нехорошо. Ну, хотя это не во всех, видимо, режимах.
По крайней мере, вот в конквесте что-то мне не нравится. Ну, превосходство как. I think something that you could learn a lot, that all these creators are going to learn very quickly, is there a lot more paths on the map than you know about. Like, on this one specifically, behind Crowder, there's an underground passageway where one of the flags are, and, like, I didn't even know you could go down there. Like, I had to wrap the entire building before I figured out how to get underground. So there's a lot more angles and a lot more passageways than I think a lot of these creators are expecting, and that's why we're going to see possibly a lot more assassinations. Очень много углов, очень много поворотов. Здесь вот вообще, по-моему, можно заблудиться. ППшка норм, но что-то как будто много попаданий надо. Мне кажется, если в него бы сейчас стреляли, его могли бы убить. UAVs and all sorts, kill streaks coming up. No one's, I don't think it was going too crazy with any of the kill streak choices. We did see Crim6 with a VTOL earlier. Я надеюсь, что это у меня просто баг на стриме, но такое ощущение, что звук запаздывает. То есть звук стрельбы. Не знаю. Нормально, от бедра хорошо убил. Ну, движение на самом деле комфортное. То есть вот они говорят, что передвижение amazing. Ну да, в целом я вот смотрю, оно быстрое, активное, интуитивное. То есть, да. Карта вот, конечно, как всегда, 83 прохода. Но в целом, таким быстрым передвижением это нормально. Слава богу, бесконечный бег. Эмтекс. У него патроны, что ли, в кармане? Предейтор набил. Очень забавно, что они, по-моему, типа, лишь бы поменять что-нибудь, потому что раньше он вызывал предейтор пальцем. И вот он даже БПЛА вызывает пальцем. Но почему-то ракету он должен вызывать стилусом. Типа, ракету он вызывает на устаревшем смартфоне, блять, когда еще были стилусы. А БПЛА он на мобилке вызывает, да? То есть, вы вот так себе представляете. Понял. Бах. Все, как он не попал-то? Вот сейчас еще ладно, а первый раз что-то непонятно, как он не попал. Очень много открытых пространств. Вот он сейчас чего-то пропасывает вот эту территорию. Там, блять, ну реально 2 укрытия, а остальное это просто вот поле. На. Вот эти вот огромные надписи на весь экран, я бы их либо уменьшил, либо шрифт поменял, либо еще что-то. Они прям вот как в мобилке, когда ты что-то там, хоть что-то сделал тебе на весь экран. А, чемпион, молодец, победил, убил одного, вот тебе плюс 100, купи в магазине хуйню. Прям. А, тут опять, кстати, не пишут смерти. Ебать, и опять баг. Баг киллкама. Он так вот берет, резко обрывается. Да, смерть пишет в конце. 64-22 там он чувак отыграл. 49-8. Значит, там можно набивать. Вот так у нас выглядит главное меню. Так, графика. Давай. Залезь в настройки, пожалуйста. Сука, срезали. Я хотел посмотреть, есть ли фоф. А давайте мы вместо геймплея теперь победим с кем-то. Кто это вообще? Это как, говорит, нравится. Много ближних боев.
Да какие там новые моды, господи, ну кого вы обманываете вообще? По-моему, ничего там нового нет, блядь. Смотрите на эту трезу. I was talking to Repos. We're going to be the Warzone duo this year, so I'll be bouncing around between the both. But I'm just excited for something new, you know, a new game. And it's been a lot of fun to play, and there's so many amazing creators here. And just thank you to everybody, and thank you to Call of Duty for the opportunity to be here. It's awesome. У меня такое ощущение, что у всех этих людей память очень короткая. Это все то же самое, абсолютно. Man, just a lot of shows, man, a lot of flanks, a lot of streams. I mean, the content's going to be pushing all year, so excited, man. Zoom Mafia's going to take over, and we're going to have some fun, man. Интересно, проживет эта игра 2 года? Должна? Конечно. Thank you so much, Jess, and it is so good to be here. My name is Lottie. First time on the desk, first time, of course, being this incredible. А теперь давайте попиздим. But it is now time to chat about an epic giveaway from our friends at Jack Links. Each Jack Links supply drop includes a brand new copy of Modern Warfare on the platform of your choice. Delicious Jack Links limited edition products. Ну там всякие розыгрыши, там понятно, что не совсем для нас, не для нашего региона. Looking for an epic way to celebrate the launch of Modern Warfare 2? Jack Links has got you covered, giving you the chance to win the ultimate Modern Warfare 2 supply drop. Keep an eye out during the broadcast for the Jack Links Sasquatch to appear on screen. If you see it, grab your phone and scan the QR code, following the prompts to qualify for entry. Tune in to Call of Duty next. Squad up with Sasquatch and level up for the ultimate viewing experience, courtesy of Jack Links. Какая хуйня. Terms and conditions apply. Вы такой едете усратый прям вообще. All right, folks, so keep your eyes peeled to spot the Sasquatch on the screen throughout the show. Scan that QR code and enter all your information for. Короче, если кто-то в Америке жрет эти снеки, надо сейчас сидеть с телефоном, сканировать QR-код, когда он появится, и возможность выиграть копию колды бесплатно. And we're just going to get a bit nerdy, to be honest. You know, we're going to look at a bit of gameplay. I am so excited to talk about it, but maybe I've got to ask you, what do you want to dive into first? We have the two guys that are going to answer a question. Well, first off, by the way, you guys killed it in the opening of the show. Thank you. Know, it started real smooth. I'm sure nerves are going a little bit, but it was awesome to see. But I know we're going to have gameplay that's going to be popping up. We're going to chat through stuff, but I think one thing I kind of want to chat through is just there's been a lot of significant changes. You guys are always looking to how to kind of tweak the wheel a little bit. Can we chat through kind of the perk change? Почему они говорят о том, что какие-то прям крупные изменения? Прям крупных нет. Реально, ну объективно, прям крупных нет. Когда вы что-то чуть-чуть меняете, это не крупные изменения. Крупные изменения — это когда вы взяли бы и сказали, больше гансмита нет. Три перка. 3 перка, 3 атачмента, все. Вот это крупные изменения. Они даже сами говорят, что эти изменения крупные, но при этом они что-то подкрутили, что-то поднастроили, получилось по-новому. Но это не совсем круто. You really like how they proc at the end, yeah. I mean, an announcer comes up, tells you what perk you got, and it kind of re-engages you with what's available, right? Ой, ну да. Time and score, so eventually you'll get them, and you're not gonna. It doesn't reset on death. It allowed us to kind of like create a couple more powerful perks and put them at the end because you're not going to have them the whole match. And there's some interesting depth there where you can say, okay, UAVs are really powerful early match. Like there's different things you can do where you're kind of like, if you're one of those players who really wants to noodle, you're like, okay, I know these aren't моргают текстуры, это прям во. I guess, listen, it's very different, but I'm also a big RPG guy, so I like the process моргающие текстуры во время всех катсцен, это прям прекрасно. Пусть не болтают сейчас. I dig that, just like the progression over the course of one single map. I think is very cool. Yeah, it just feels good. It feels good. It feels good to reminded what you have. Yeah, no, 100%. Oh, and I guess we didn't touch on actually is the packages, right? From like, we're talking a lot about the theory crafting of what you set up. But we actually have these defined packages. So early on, you just say, you know, I want this playstyle. I just grab this package and go. And then later on, when you're like, okay, I like that, but I want to noodle a little bit. You can hop in and create your own packages. You know, that kind of, it really, people can see that through the default loadouts. And we've packaged in, based on those kind of player behaviors we were talking about earlier, we've usually shipped 6 or 5 default loadouts, but we have 6 with this one. Okay. We found 2 for each behavior. And so those perk packages are already in there.
And it's something different in this game. We actually allow you to attach a field upgrade within that, within each loadout. And so it's a little bit more micromanagey, but it felt to us that you're kind of more creating your class and your character for, you know, in that. So people in the beta should really try out those default loadouts because we put a lot of time into how those play. Well, I'm curious in like playtesting, did you see like a, I'm sure everyone has a way they view themselves as a player, like maybe you want to start as more of like a sentinel type. Did you see like as people got more comfortable with the game, like an evolution towards maybe a faster pace, or what did you notice when playtesting these different types of things? Yeah, I mean, I think overall most of our players are rushers. Yeah, but, you know, you're not wrong. Depends on the circles you run, but you know, there are these other players, and we wanted to just make sure that, you know, we're supporting all of them. And so, you know, some of the field upgrades can be more sentinel and trying to hold down positions. But that's why we added in the DDoS, like we said, to kind of just say, I've had enough. I want to pause all this stuff and make it go away. But we also leaned into creating game modes that can facilitate this kind of siege gameplay. Now we talk about the rushing players, right? But we also want to talk about the pacing, the movement, you know, what it looks like, how it feels to be in game. And when I got a chance to get on the sticks yesterday, something I noticed is it is a little bit slower paced, right? We're going to be sprinting round, not sliding round. And I think another thing I want to talk about is the dolphin dives. I've been diving down escalators, getting prone, looking at hard points, trying to figure out, can I see bomb site B or A? Like, you know, it's pretty incredible with the movement and how it feels. What was it like making that? What were the decisions behind that pushing forward? Because the feel of the game is huge. Yeah, I think fluidity, and I mentioned it previously, is like really, really important, right? But we did make some small tweaks, right? Like slide has a little bit more of a hang up so that people aren't just sliding around the map, so that they're actually moving through spaces, checking corners, and kind of like pacing themselves. But the general movement of guns should be almost exactly the same. And Jeff and I regularly check in. We're like, okay, how are we doing? Like, let's look at last game, let's look at this game. And we try and be consistent in that regard. But there have been these small tweaks, and the dive is one of those tweaks. The ledge hang is one of those tweaks. And those will change how people move through a space, right? You won't throw yourself over a wall, you'll peek that wall first. Yeah, I love the ledge hangs because, you know, just testing out yesterday, being able to kind of ledge hang and really use it as intel as well. I think when it comes to multiplayer and competitive side, that's kind of where I'm at here, is being able in S&D, just being able to know where people are, give that intel to your team, peek that back down again, making sure you're not getting your dome ripped off by a sniper, of course, major stuff here, but and exciting that the fact that you can get your secondary weapon out and start to put a bit of damage in and help out there. So in terms of ledge hang, where did that come from? What was the idea behind it? You know, why is it so special to have it in the game? To be honest, it came out of face planting too many times, parachuting in, just missing that ledge, and you're like, nope, that's frustrating. Let's fix that. Well, we've all been there. Like, whether you've been playing Warzone, like you're trying to like hop and grab it, and you just like, it's like you want to hit the button to like activate the pull-up, but then you hit your shoot and you're like falling down. It can be so frustrating. Yeah. Так, как говорится, so, really, that's where it came from. But yeah, it was also the high mantle too, right? Like late when we were developing Modern Warfare, and, you know, Warzone started to come out. We had these walls and things. We ended up turning up the mantle height. Я пока не очень понимаю, что такое с перками. Это специалист или что это такое? Или оно как-то за очки фармится? Потому что вот у него появился перк Ghost. That extra layer of like I can be a little bit smarter about how I move through the space. That's a good note that you know, we make all of the equipment, all of the movement, and all of these things for scalability, and we have to kind of check ourselves that everything we put here is going to show up in Warzone. Well, now you've got this like metaverse of like there's so much. It's a big kind of, like I was saying earlier, right? It's like not hard, man. I'm sure. It's like, how do you add different things in and make sure it all stays in check and not mess up this ecosystem? Well, it feels like, I guess for me when I view it, well, what has been the one thing, at least for me, that really separates Call of Duty from a lot of other shooters? It's like, it does feel so fluid, but like there's a limit to that too. You don't need to be an amoeba, like it's just like floating through the map. Like you want to be some realism to it, but like how can you add that realism and the ability to, I mean, think about, I don't know, 10 years ago, what you were able to do with just like interacting with the map and what it's come to now. I mean, it's insane how much it's changed. We had to argue. Не знаю, не люблю я режимы, где у тебя одна жизнь, мне Warzone хватает.
I'm sure. We didn't have that, and so like just the evolution of Левый хват, это, конечно, интересно. I played the very first one, so yeah. Yeah, it's been pretty special, and something else that's a bit special as well is the fact that we have all these content creators behind us. We have an Elgato replay for you guys. It's actually Myth here on Prison Rescue. Just gonna check this one out and see exactly what went down here. And Prison Rescue is gonna be a really exciting one, of course, because you have to get that objective done. You need to go rescue the prisoner, and carrying them out is gonna be huge because that icon does disappear. You know, how did it work with this prisoner being able to put them in the game, knowing that somebody's gonna have to run this prisoner back and extract them, and having that defense to be set up later on and have to completely and utterly change the game, go to that defensive mode. What was the kind of makings behind that? So it was actually kind of a hard mode to make, and we went through all these different Моргающие текстуры, это прям вот во время киллкамов, это прям у них болезнь какая-то. But people, they weren't able to, right? We're like, hey, do this heroic thing, and rounds just kept ending in elimination because it was so hard. And that's why we Наверное, это проблема движка. The radar sweep that you get when you get the prisoner, and that's why we took the icon away when you pick the prisoner up. Because we were going through, and we tried with one prisoner, we tried with two right next to each other, we tried all these different iterations, and it took a while before everything kind of clicked. And often when you're making game modes, you don't really know, like some of them pretty quickly, you're like, oh, there it is. Yeah. But this one took a lot of work, a lot of finessing, and then we finally got it to where there is this balance, and we're seeing more hero moments. And that replay we saw, he actually, I think of that one, but while we were talking earlier, I saw him actually pick up the prisoner and take it all the way to extract and have that run, and that's what we wanted, that hero run. Yeah. I'm just thinking about like how crazy it's gotten. Like I don't envy you guys at all. I mean, I do. You have great jobs, but like the fact that you have to think about. Ну вот не во всех режимах вот этот спаун сверху, то есть вот тут он спаунится нормально, как обычно. Это хорошо, значит хотя бы можно будет выбрать какой-нибудь режим, который нормальный. Это, видимо, судя по всему, обычный ТДН. А, нет, это этот. Тап, как он называется, господи. Хардпоинт. То есть тут можно спавниться обычно. Он умирает, спавнится без вот этой камеры сверху. Это прекрасно. Это работает. I think when you talk about Call of Duty, when you listen to feedback from players and different generations, they always talk about that nostalgic feeling that they get when they get on the game. What is it about Modern Warfare 2 this time around, this title in particular, do you think is going to bring generations back years to come and say, look, Modern Warfare 2, excuse me, was my game, and this is why I want to play it year in, year out? Yeah, you know, nostalgia is a weird thing, and I know from working on past games and people. Блин, ну учитывая, что это тот же движок, так думаю, читы появятся. Может быть, не в первую неделю, а может быть, еще во время беты. I don't know, for lack of a better term, like you're kind of laying out a nice meal, and you're hoping that everyone enjoys. Не, ну довольно динамично, то есть какого-то вот медленного кемпинга я особо не наблюдаю. Это C4? Да, походу это было C4. Вот этот двойной прыжок из Warzone, это да, это осталось. Когда ты разгоняешься, прыгаешь, потом еще раз. Пацан соло держит точку, остальным всем очень похеру. You know, like I love TDM. I just play that, and so it's interesting that we're fortunate to be able to make all these different offerings so that people can come into our game and they're like, I love big war vehicular combat. I'm going to ground war, right? And so I think that's an advantage that we have, that people can find their place, the thing they love, bring their friends in, and then years to come, they're like, I remember that. Не, ну неплохо. Yeah, a bunch of different experiences for sure, and I gotta say, the fact that we haven't even really scratched the surface. Не знаю, насколько хорошо это играется вживую, но в целом there's so many questions that we have as well. I want to know what some of the challenges have been for you guys to develop this game. Дефолтная мушка мне прям вообще не нравится. Ничего не видно, блядь. Show it to the world and reveal it. You know, what some of the hardships been along the way in this ride? You know, I think the big kind of elephant in the room is just, you know, a lot of this was made from people's homes, you know. You're looking at people's art and work that, you know, people in their home spaces is their living room. Wild. I work out of a shed in my backyard. There's people in their mom's basement. I bet it's a cool shed, though.
Not really. But you know, but the fact that we can get this done through millions of Zoom meetings and millions of kind of keeping everybody up to date and so many different studios, not just ours, all these different Activision studios to kind of keep on point and make sure that everything is good and great. It's been tricky. Yeah, I think it's a great segue to, like, we have a really talented team, and we're up here representing that team, whether it's the multiplayer team, the engineering team, the animation team, the art team, and they're all specialists in what they do. The fidelity on our view model animations, the guns, everything, the art, the maps, the design. Большие, но в целом they make these 6v6 type maps, they стандартные make these прилы. huge ground war maps, and they put it all together into this Просто они massive big map, and запутанные everything до needs to sync. посинения, So, но I это mean, все те же all we стандартные can do is thank приловинские them штуки. and do our best to represent them. Жаль, конечно, что нет никакой карты с From a ремастером. creative standpoint, with like the fact everyone was in the office and like everyone was kind of like away, like I almost feel like maybe that would lead to some interesting ideas. Like when everyone's maybe not in a room and like maybe one idea kind of takes precedent, like everyone's just kind of isolated a little bit more. I just wonder if there was any like creative advantages there. Yeah, I think a lot of people were worried that kind of like productivity would go down by living at home, but we just found that everyone was so passionate about making this game that they could either play a game or their PCs sitting there and they could make the game better. And they're consistently working way too much, and we're like, hey, calm down, we're good. Let's keep So I think that is a little bit of the fun part. What I heard in some cases, like productivity actually like went up, which people didn't expect, and like now people are downscaling offices. So I was kind of curious if you just had like a lot of, I don't know, superstars kind of show up and pump out some really amazing stuff. Yeah, it's tricky because we've just now been coming back in and getting kind of that community in the office, and that has been a great way of kind of solidifying the game and getting people back in and feeling you don't get the big hoots and hollers when you're at home, right? Yeah. So we get people in the office, we get them in the big pit, and we're all playing. And Gold like, star. Yeah, you get that feedback loop of like, I made good stuff. Так, TDM, Domination, откроем предыдущий кнопкаут. Ну, в принципе, TDM есть, Domination есть. Мне, в принципе, больше ничего не надо. I'm thinking of like Покажи настройку. In your shed maybe with a whiteboard, just writing things on, just brainstorming. What is that process like? Как на мобилке играет, судя по всему, да, это Warzone, это Верданск. Вот оно, да, постепенно грузящиеся текстуры. I mean, one aspect we used was Это да, это we вот tried все to вот kind оно of вот тут. break everything down as simply as possible, and that really is just like a one-on-one Ну, interaction. FPS тут. Like, if you imagine how many times a one-on-one interaction happens in multiplayer Около or in 60, single скорее, player, как на and like, PUBG-консолях, what does that look но like? They could just тут shoot each other, качество прям, but конечно, сильно it's хуёвое. what is in your loadout, what's in my loadout. It's almost like it's like a card game where I use my flash and you use your smoke, and and so like we really worked on how Все решили, что надо выпрыгивать из углов, хотя это, конечно же, кибератлеты, они всегда так делают. Лоудаут довольно быстро выбирается, то есть это отдельная какая-то кнопка, это не кнопка Options и Loadout, это, видимо, какая-то еще отдельная прям кнопка есть для выбора лоудаута именно. Наверное, удобно. То есть не надо заходить там в опции, искать лоудаут, выбирать лоудауты. I mean, it's been absolutely incredible. Honestly, Jeff, Joe, thank you so much for being here, giving us all the insights, letting us nerd out a little bit, ask all the questions that we're dying to know. But I tell you what, it is about time right now to head on over to the main stage to talk a little bit more about COD Mobile. We've got Beef Mummy and Matt Lewis over there. Let's take it over to them and see what they have in store. А теперь нам расскажешь что-то про Call of Duty Mobile. All right. Thank you so much, Lottie, and welcome back to the Command Center presented by Xfinity Rewards. And it's time to finally drop into some epic Warzone mobile gameplay. And joining me here, none other than Matt Lewis. I've been so excited to bring you into this stage. He is the Vice President of Product Management for mobile. Thank you so much. I am super excited to be here today. We just have some awesome gameplay. We have some cool new surprises for you. So I'm just really looking forward to sharing this moment with you and with just the entire Call of Duty community. I'm so excited. I'm just ready to get into action. And obviously things are just heating up over here. And it really is impressive what you've been able to pull off here. And watching someone play, it looks great. It feels great. It's as if it's running off a console, to be honest. It's true. How did you guys make this from the ground up? Yeah, it's a great question. So one of our game pillars was what we call Relentlessly Warzone.
I like to think of it this way. There are a set of emotions and an overall gameplay quality, something that's felt Вот when если you он мне play скажет, что Warzone. тут 60, я не поверю. And for us, you know, that's something, it's a product of these А я так proprietary думаю, у них не самые combat and хуёвые там movement телефоны systems, the Verdansk map, на пресс-стендах. tons of vehicles, and some unique Warzone mechanics, things like the gulag and in-game loadout drop. Ну тут реально тот же шрифт. So you put all these together in a pot, mix them around, put some magic powder in there, and boom, Warzone. Причем, кстати, So слов, games, по-моему, they can try to match уебанских. this recipe, and they can spend a decade, you know, iterating and testing and Как раз trying как на this and that, Пазгене. but they're just not able to Какой он там, quite get 80, there. 70. So for us, А что being там on the через same стенку никнеймы technology, видит? it means we don't Прикольно. have to tinker nearly Хуяли. as much. It's just an incredible advantage for us. So how was the team able to do it and just really pull off everything that you've had here so far? With tons of coffee. No wonder why we don't have any more coffee here backstage. Exactly. That's the truth. All the coffee in the world is how we were able to do it. No, you know, one of the things that I just love about this project, it's a really great mix of talent and experience. Ну, типа, ну, оно And for выглядит us, как that мобилка. Ну, concoction was what allowed us to have я, this в принципе, kind of этого great end ожидал. product. So for us, you know, there are 4 major studios who are working on Warzone Mobile. Чувак, ты чё, дурак, Activision блядь? Shanghai, Beanox, Digital Legends, and Solid State Studios. So our philosophy, it's been to mix together really amazing Call of Duty console and PC developers with some of the best mobile developers in the business. Because that's what we want, you know, an authentic, adrenaline-pumping Warzone, but something that is ultimately in this made-for-mobile, amazing, super polished mobile experience. It's been so much fun watching all of these Ну, в принципе, я streamers чего-то такого и today, ожидал. and this game looks like a really great time. What is the best От way Warzone for our Mobile. viewers at home to guarantee they will be the first to drop in and play Чтобы Call of видно Duty было, как он Warzone там Mobile? играет. It's a great question. It's a great question. So for us, pre-registration is going to start today. We'll have a little bit more геймерских on that later. напальничников. We're super excited. And if you're on Google Play, if you log on to the Google Play Store right now, you'll be able to start to pre-register. If you're on other platforms, please keep an eye out on all the social channels. We have the social channels live now, so follow, comment, all that kind of good stuff. And we're coming soon on the Apple App Store for pre-order. We have some incredible rewards. I'm going to talk about those maybe in a few minutes, but maybe for now, kick it over. В закрытом пространстве, там FPS-то. Oh yeah, I can't wait to go and pre-register for myself. I'm just so excited. But that brings an end to our coverage of Call of Duty Warzone Mobile. And honestly, it's been such an amazing, great time here. But obviously, before we do end all of это these, пиздец как we're неудобно. gonna try to see При what такой kind of скорости fun all текстуры these прогружаются, streamers конечно, are да. bringing it up over here, because we are taking up on the screen right now. I mean, this ends with us just trying to introduce the game, but obviously every one of us, we want to see the gameplay. We want to see everything that's happening here, and obviously I am with the best person to talk about everything that is happening here on your screen right now. Oh man. Я не сказать, что у них примерно 200 стримеров там чуть... О, да, физика, конечно, да. Кайфовая. I'm a thumb player. I can't do the claw myself, so when I see other thumb players in particular on the vehicles, it's a soft spot for me. I just feel great. Yeah, I mean, I feel like a lot of the players right now, even if you're not on mobile, you just see this map and you go back way back 2020. And you're just seeing this map Verdansk. Блин, ну это вроде, знаешь, ты должен играть в телефоне, должен как бы сидеть там на диванчике и так далее, они все равно, блядь, перевязаны зарядками. Я понимаю, что это пресс-сет, скажем так, такой, но все равно. Back into life, and really, we're just ready to play. I know, yes, we're in alpha right now, but I played the game yesterday. It feels amazing. 100%. I think you nailed it. I think the team Ну вот is если вы really, мне really посмотрите happy в глаза и with where we скажете, are. что вы будете за компом сидеть вот в это играть, We typically think about 4 stages, and we're in the second stage right now, where we're live to some amount of people in our alpha, and we're going to be entering a beta shortly. So for people who are interested in getting their hands on the game, the best way to do that, to pre-register now, follow all of the channels on social. There'll be some great updates there, and we just have loads of improvements, loads of surprises too. We just have some super cool stuff coming in. New features, maybe some new gameplay. Gunsmith is looking absolutely incredible. I think players who are familiar with it, they're just not going to believe what we have coming out with soon. And as you can see over here, we definitely have streamers that you're very aware of already, just logging in, checking out Warzone Mobile.
and it looks and feels amazing, as you can see on your top left screen. We were talking about this beforehand, right? One of the POIs that we really love to talk about is Boneyard, because for me, in my experience in Boneyard, it's great. It has so many chests. You definitely can get a lot of money, but the moment that you drop in, Ну, единственное, чем они подкупают, это, конечно, Верданск. Может, если бы не Верданск, я так думаю, в это бы не играли. А Верданск как бы все любят. Но это означает ровно одно. Хуй нам не Верданск в нормальной версии. Boneyard allows me to do both those things. I tend to like to hide out myself in some of those little airplane shells, wait for unsuspecting people to come in, and you know, sometimes I'm lucky Микрофон прям выкручен на минималку. Я думаю, вот это вот можно было бы спокойно выпустить на Switch. Кстати, если это будет на Switch, я в это буду играть. Ну, то есть без вот этого всего интерфейса сенсорного с нормальным интерфейсом. Ну, на Switch я в это поиграл. Потому что это free-to-play. А вот на мобилке что-то как-то нет. С сенсорным управлением это изврат. А подключать геймпад к телефону, по-моему, это изврат какой-то. Хотя так играют. Что я могу сделать? Слайд cancel очень смешно работает. Если он там нажимает, а потом нажимает еще раз. Totally, well said. And for me, one of the things I love about Verdansk as a player, я, кстати, до сих пор не понимаю, почему с оружием, почему он такое белое. Почему до сих пор Call of Duty никакой мобильный не заглянул на Switch? Это же, блядь, золотая жила вообще. Там ничего подобного нет, можно спокойно там это все продавать. Учитывая, что игры Activision есть на Switch, то есть и Diablo, и Overwatch. Hearthstone нет, ну что, внезапно. Хотя он там прям отлично бы зашел. И колды нет. Хотя уже, получается, вторая мобильная колда выходит. И она отлично подошла бы для Switch'а. But obviously I sneaked into the COD Next event and was finally here, finally able to see the alpha. But hey, since we're here, taking a look at what's going to happen here on the right side of your screen. You're taking a look at the map, and it's exactly what we saw in Warzone. Totally, and it's getting to one of those end crunch Смотрим на эту карту, это то же самое, что было в Warzone. Я так думаю, они эту мобилку разрабатывали как раз во время, когда Верданск был актуальный, просто они ни хера не успевали, оно все лагало, тормозило и не работало. И выпускать только сейчас, хотя Верданск был у нас 3 года назад. Бля, ну фолф отвратительный. То есть это как вот на сейчас, как сейчас на консолях. Это прям очень плохо. То есть это учтите, что это у нас еще растянуто, а там это вот такой экранчик. Такой. Да, в лучшем случае, ну, вот. То есть там такое ощущение, что там кнопки гораздо больше, чем экран. Они, конечно, прозрачные, но там полупрозрачные такие, но тем не менее. There were just quite a few red dots around. Something tells me we're going to see the Gulag pretty soon. And now we're talking about the weapons that they have over here. Obviously, it's something that Почему никнеймы видны через стенку? I feel like it's going to be a really good gun. And speaking of, there you go. Это, кстати, боты, мне кажется. Хотя они говорят, что ботов нет, но что-то как-то они... Во-первых, никнейм странный. Во-вторых, почему никнеймы видны через стену, я не понял. Yeah, I don't know. He's living dangerously. I don't know, Bobby. I'm worried for you, man. Yeah, Bobby and Hawks, they need to find a way to, you know, just get some cover. There you go. Finds one. Gets the kill, and that's going to be really good for them so far. So, again, so far so good, and I'm really looking forward to kind of just talking to the guys later on after this gameplay. Типа, можно ли в это играть? В принципе, да. Оно играбельно, можно играть. Нужно ли? Ну, если у вас только телефон, то почему бы нет? А если есть хотя бы одно устройство, на котором вы можете играть в Warzone, то я бы не рекомендовал.
Я, конечно, понимаю, что YouTube еще режет качество, и на том маленьком экране там графон, наверное, сочный, но тут просто деталей нету. То есть тут синие текстуры, белые текстуры, кирпичные текстуры. Почему его через стену видит, я не понимаю. Это что-то прям очень странно. Это фишка или баг? Оружие внутри дома почему-то сильно белое. То есть там прям видно, как будто они специально углы все высветляли. Big time. And when we started making the game, we listed out all these options. We could make something that was totally not connected. Не знаю, господа, графон выглядит как моды на GTA San Andreas с русскими тачками. Там тачки тоже такие же детализированные и супер яркие, остальная игра говно. То есть остальные текстуры просто как и были, а тачки вот супер яркие, супер детализированные, как вот здесь вот дом, допустим, супер какой-то белый. So here, the moment-to-moment gameplay, it feels just as good as Call of Duty console, because really, for us, that's the best shooter in the world. We want to make sure that we're rendering that properly on mobile. We just think there's nothing better. At the same time, посмотрите на дом, это прям отдельная моделька из отдельной игры. Really important. Sometimes on the event side, or what we call internally the live ops side, but also just on the controls. So we want to make sure we're taking those best of both worlds and adding them together into an experience that just feels like nothing else on mobile. We think we're on the right track. Yeah, well, speaking on the right track, Noah from YouTube getting these kills already, and it's our first time seeing him right now. So again, where he's at, it's going to be a prime spot because it's not going to be too crowded, as you can see here, but you can also get really good loot. So that is definitely one thing that you want to have. And now for him exploiting all of these, I can see the movement is very much like Warzone. I feel like for me that was one of the bigger questions. It's like, what's the movement going to be like? And you can see here, it's good. He's done. He's already kind of felt the game pretty right to the fact that he can get a lot of these kills. And so, how was it like trying to transform into the movement coming in from Warzone, going in here to Warzone Mobile? That's a great point. We thought movement, that's one of those things. Movement and really the whole combat experience. Но они определенно высветляли углы, потому что даже во всяких темных гаражах там светло. И это, кстати, прикольно. Если бы они это сделали в нормальной игре, было бы хорошо. Если потом, когда заходит, оно как-то вот... Ну, там оно полностью искусственное освещение, то есть там оно руками сделано. То есть нет такого, что есть источник света, и там всякие тени и так далее. Я так думаю, там прям каждый дом отдельно нарисован, где как что должно светиться. В зависимости от позиции игрока. Really fun, really exciting to see all the streamers playing the game, and we still have way more lined up for you. But with that being said, let's bring in Xavier for a special sideline update. Yeah, what's going on? WWE superstar Xavier Woods, aka Austin Creed, here with the man, the legend, Myth. I'm here with Austin Creed. Woo! Having a good time. Good to see you, man. Good to see you. How you been? Brother. I've been great. Good. I'm having such a good time so far, man. It's crazy. Well, I love to see you. Now, first things first, we've all been at home for a long time, and now we get to come out to come do an event like this. You get to see all your buds, play Call of Duty with all of them. How does it feel being at this event right now? Honestly, there's like a 13-year-old Русский есть. Ну что, ты посмотрел? Ну я как бы в перерыве, но большую часть, так сказать, осилил. В общем, как минимум, час геймплея без геймплея это прекрасно, это я оценил по достоинству. Что скажешь по геймплею? Это то же самое. Там не добавить, не убавить, как говорится. По-моему, это тот же самый МВ-19, просто чуть-чуть побыстрее. По крайней мере, я вот внешне вижу именно так. Ну, побыстрее, опять же, вот это было бы сравнить бы тет-а-тет, возможно, это за фоба быстрее, потому что... Не может помню, быть, да, был может фоб? быть, за фоба, да. А вот хер его знает, по идее должен быть. Я что-то не помню.
Но мне кажется, мы играли с хуём Фов. Так вот, да, Фов и анимации. Вот, я имею в виду, ускорили ли анимации? Мне кажется, просто общий темп немножко побольше. Но что я заметил, что карты все такие же, там, 3 лейны, но, блядь, запутанные, что пиздец, 83 угла, и там, если кто-то будет стоять за углом, это плохо кончится. Ну да, как надо Фов и Сенсу миллион, чтобы все чекать. Ну, там переключили, главное, сейчас экран на этих, на пацанов, которые должны комментировать, они ничего не комментируют, звука нет. Это вот режим от третьего лица, это что-то какая-то хрень. Я не понял, зачем это надо. Ты оценил, нет? Я тоже не понял. Вот сейчас вот показывает режим от третьего лица. Это прям отдельный плейлист. Мне кажется, сейчас я сейчас просто... Ну, я понимаю. Ну, короче, ты когда, бегаешь от третьего лица, когда прицел одеваешь, у тебя от первого. Ну, это где-то было, блядь, Division или что-то где-то, что-то такое. Fortnite так было. Да. Но что-то вот настолько... Ты слышишь себя, нет? Нет. Выглядит настолько ненужным колде. Просто зачем вы тратили на это время? Это же какой-то отдельный режим под это или Отдельный режим, да, прям отдельный. То есть там есть, грубо говоря, там мультиплеер, ну, типа 6 на 6, Ground War, DMZ и вот этот вот от третьего лица. То есть это прям, видимо, отдельно идет. Нет такого, что ты в стандартном плейлисте найдешь таких пацанов. Ну вот я смотрю, как девочка играет, да, там вот как раз камера заглядывает за стены и все такое. То есть вот она сидит там за тачкой, и видно, что происходит за ней там, ну, как обычно в третьем лице. То есть я что-то не знаю, зачем это надо. То есть в режимах, где вот она стояла, посла за какой-то коробкой, видела, что чувак идет, а он ее не видел. Ну, стандартное. Классическое третье лицо. Классическое третье лицо в шутерах, да, это вот оно. Из прикольного. Может быть, ты пропустил. Вернуть спецопс. Ну, то есть те кооперативные миссии. Ну, это сложно сделать спецопс реиграбельным. Ну, вот пройдешь ты там на легкой, на средней, сложной, на ультимативной сложности. Смотри, а с чего он должен быть реиграбельный? Ну, то, что это одноразовая вещь, ну... Ну, это просто, ну, я просто к тому, что вспомним МВ2, но оно было одноразовое, и оно было хорошее, и все. То есть ты потратил там много времени только потому, что мы пытались пройти на самые сложные сложности. Ну да. А так бы это вообще на вечер. Если про нормал говорить. Мне понравилось нововведение в Warzone. Ровно одно, правда. Что в какой-то момент одна общая зона делится на 3. Там же, в принципе, одно нововведение, а что-то остальные... Ну, плавать. То есть лодки плюс плавание. Что там еще? Ну вот 3 зоны. Ну что-то, по-моему, еще было, но я что-то уже и не скажу, что. Но самое главное, что я так понял, лут нормальный. Лут вроде как нормальный, да. По крайней мере, ничего. Что они про лут сказали? Знаешь что? То есть, допустим, смотри, вот если ты хочешь найти какую-нибудь хпшку, да, или там стимулятор, то это типа надо идти в ванну, там вот оно лежит, там в аптечке. Хочешь найти какое-нибудь супероружие, оно там на военной базе лежит. То есть какой-то, ну то есть меньше рандома, больше конкретики. Но я сказал, что это спорно. Ты находишься где-нибудь в поле. Это спорно, да. Ну то есть это получается, что пацаны, которые суперпотные, всегда будут прыгать на самый лучший спот, да, на какую-нибудь там военную базу. То есть там туда, допустим, прыгать по-любому нам не стоит, потому что там туда самые потники будут прыгать. Потники получают преимущество в итоге. Да. Они так потные, так еще и преимущество в эти. Ну, такое. Сейчас, в принципе, тоже есть в этом, ну, тот же Fortune Skip, там же есть эти. Ну да. Кстати, еще что-то вспомнил, что они призанули с Апекса.
это... А, вот эти вот точки, усиленные ботами, ты зачищаешь, получаешь... Да. Ну это, господи, это Fortnite и Apex. Fortnite, ну, да, Ну, а Fortnite, что да, там же были почему-то там они у меня всякие ивенты, там ассоциируются... какие-нибудь там Звездные Вот, войны. да, вот именно. Они у меня всегда ассоциируются с какой-то ивентовой штукой, как будто бы это... Не, там в каждом сезоне оно по-разному. Там то бандиты, то спецагенты, то еще кто-нибудь. То есть это такая, ну... Еще, что они спиздили с Fortnite, это бензин. Да, это тоже... В тачках. Ну, посмотрим, как это вот выглядит. Тут одна интересная А где, фишка, кстати, вот я не понял, тащить это с собой бензин, а куда ее? В карман он будет тащить или где? А вот хер его знает, куда его там закидывать. Ну, в Fortnite он как в один из слотов ложится. То есть вместо там оружия, брони и вот этого всего. Как в один из слотов. Может быть, надо будет... Может, там на машину положить, он никуда не денется, например. Непонятно. Ну, короче, вот этот режим от третьего лица сразу мимо. ДМЗ, мне понравилось, что они про него вообще ничего решили не говорить. Они просто сказали, что он есть. Сливы это да. Типа, сливы, которые мы слили, правдивы. Сливы будут, но не сразу. А так странно, что они не сказали, учитывая, что сколько, 2 месяца до выхода игры. Оно должно выйти одновременно с Warzone, они сказали. Должно уже быть что показывать. Это, ну, да. Сейчас... У меня такое ощущение, что это вот, знаешь, это а-ля Battlefield нахуй никому не надо. То есть, я, конечно, понимаю, что Тарков далеко не для всех, потому что как минимум он нет его на консолях, и он там отрезает часть аудитории. Но вот мне даже на компе его не интересно смотреть. Ну, то есть стримы, которые там идут. Слушай, ну так-то, как сказать-то... Не, ну разнообразие это хорошо, я понимаю, почему они это делают, потому что им надо этот код растянуть на 2 года. Поэтому ты спецопс от третьего лица, блядь, и компания, и, блядь, и кооператив, и все есть вообще. Я представляю, можно было протянуть, на каждые полгода выпускаешь новый режимчик. Вот он спецопс. Я так думаю, они просто контент к этим режимам выпускать, чтобы просто у тебя сама надстройка есть, ты просто рисуешь карты, сценарии, вепы. Это проще, чем делать режим. Потому что они могут режим там год делать, а карту к режиму делать там 3 месяца. В принципе, это вполне укладывается в сезоны. Вот, как сказать-то... Новая карта не так впечатляет, как новый режим. Ну, я так понимаю, это просто энергозатратнее гораздо. Ну, они же могли сейчас все-таки разработаться, потом... Просто... Ну, так вот они сейчас разработали все нужные режимы, а потом будут их просто дополнять всяким говном. Не, ну, вот можно было бы сам режим добавить потом. Сейчас его создать, а добавить. Ну, может еще и так тоже будет. Вот DMZ хотел добавить, что так Call of Duty сделали первый нормальный Battle Royale. Ну, то есть ты думаешь, что будет хороший Тарков просто? Не хочу сказать, но типа почему бы нет, ну, если он будет нормальным. Всегда славится тем, ну вообще Activision и Blizzard славятся тем, что они пиздят чужие идеи и допиливают их. То есть там даже тот же WoW, он постоянно пиздит чужие идеи, пиздит там аддоны, которые потом запихивает в игру и такой ебать у нас нововведение. Так что, если типа, это... там раньше какого-то квест-хелпера не было, он был как аддон, а сейчас это в игре встроено, и все такие, ну да, ну круто, так и было, нихуя не было. Поэтому, если они сделают, и это будет нормальным, почему бы и нет. Потому что Тарков мне нравится сам, так сказать, сеттинг и как играется, сам уровень игры Call of Duty мне нравится, устраивает. А вот Тарков как выглядит даже, мне что-то не нравится его такие анимации. Ну так, кстати, индюшатина, потому что которая просто выстрелила. Ну вот, и я о чем. Если это будет даже то же самое, но вот на механике кода, почему бы и нет? Я попробую. Просто да, какой там лут был. Нет, только вот эта история, что вот есть боты, есть не боты, но это все так непонятно и не нравится. Блять, ну вот это вот, когда у них финальный экран, там, киллкам или победа, у них моргают текстуры до сих пор, это блять, такой позор, нахуй. Насколько серьезный баг, что он даже не получается. То есть просто вот это, знаешь, вот киллкамы, которые когда заканчиваются, резко прерываются.
Когда персонаж пропадает, типа, вообще все пропадает. Я что-то как-то это... Для меня это как-то неприемлемо в новой игре. Сейчас можно отмазаться, что это бета. Ага, и все предыдущие 3 года тоже были беты. Там надо отдельно смотреть. Вот этот новый Gunsmith, который как бы новый только тем, что у нас просто общие атачменты. Ну, то есть тебе не надо открывать один и тот же коллиматорный прицел на 8 разных оружий, где прицел один и тот же. Ты просто один раз коллиматорку открыл, и она везде коллиматорка. Вот такое, интересно, как это сделано будет? То есть будет какой-то общий прогресс-бар для всех оружий, или ты открываешь его здесь, а Я он так там понимаю, фактически... будут какие-то атачменты общие открываться, а какие-то уникальные. Не, ну вот... То есть я могу любым оружием открыть общий атачмент. Ну, по идее, да. Ну, то есть там просто... Хуй знает, как это будет. Может, 2 прогресс-бара будет. Одно уникальное, одно общее. Мне нравится во всех новых подах в этом Gunsmith то, что ты из любой пушки можешь сделать любую пушку. И в итоге, ну, все оружия, не учитывая какой-то меты, они все, их можно делать все одинаковые. То есть все можно делать скорострельными и быстрыми, мобильными. Я вот считаю наоборот, что вот все вот эти Gunsmith, это, конечно, очень прикольно и весело, но поскольку в Call of Duty работает исключительно мета, то... Ну, я говорю, ну вот мета опустить, то есть раньше как было, если тебя там кар, он медленный, убойный, мало пуль, там отдача, не знаю, средняя. Есть ЦР, которым пуль побольше, стреляет побыстрее, отдачи нет. И вот... Но слабее. Ну да, ДПС у них, в принципе, общий, если там не мазать. Но ты говоришь, что тебе больше комфортнее. То есть пушки, они в целом как бы в балансе, но они разные. Они прям играются по-разному. Ну да, там какой-нибудь UMP и Вектор, они гораздо, ну, сильно отличаются друг от друга. А тут, получается, ты можешь что из кара сделать, скорострельную, без отдачи, что из АЦР можешь сделать медленную, с большими пулями. И в итоге... Ну, получается все усредненно. Ну да, теряется индивидуальность каждого оружия, что вот его какие-то особенности. А я вижу просто ровно один момент, что просто будут меты, и все будут бегать с метой. Потому что... Ну да, другое дело, что АЦР медленный, может быть, играться будет хуже, чем медленный Скар, тогда смысла в медленном АЦРе нету. Но сам факт, что как бы из любой пушки ты можешь делать любую... Ну, в теории они так специально так и хотели, для этого они создавали этот Gunsmith, чтобы ты мог... Они прям прямым текстом говорят, хочешь делать ППшку, делай ППшку из АР. Ну да, да. Это их как бы, это их и цель и была. Просто вопрос в том, а ППшка из калаша лучше, чем ППшка из ППшки, блядь? Ну то есть не проще ли мне, например, взять какой-нибудь МП5, а не извращаться и делать из калаша аксу? Ну вот... Что тебе удобнее, то ты и будешь использовать. Не, ну понятно, что тебе удобно, то ты будешь использовать. Но просто... Что тебе удобнее, всегда упирается в мету. В этом случае вот калаш или аксой, думаю, оружие будет одно и то же. И вот разное... Ну, разный набор атачментов, да, что там укороченная рукоятка, там, скорострельность, укороченный ствол. Получился как шаксует по факту, ну, отрезанный калаш. Ну да. Ну или там из дробовика сделать обрез, там, да, там, отрезать ему длину ствола, чтобы он летел недалеко, а близко, но во все стороны. И запихать туда побольше пороха, чтобы там было 2 патрона, но ебашло так, что стены пробивает, блять. Это ж, ну, то есть, в принципе, реалистично. То есть относительно реальных всех вещей. То есть, на самом деле, обрез — это, на самом деле, дробовик, который просто отрезан. Ну да, все так. Да, то есть, это просто двустволка, которую отрезали, чтобы она разлеталась. Во-вторых, она еще и по всем лупит сразу. Да, то есть, как бы тут действительно такое практикуется в реальном мире. Вот. Снайперки все такие же довольно медленные. В плане вот прицеливания. Ну, ты видишь, сборка еще дефолтных оружий, так понимаю. Ну, согласен, да, я так понимаю, там все эти сборки, все это будет есть. Вот интересно, что такое рейды.
Это я что-то, видимо, просмотрел. Что за рейд? Да, не знаю, вот сейчас они как раз решили поговорить по поводу рейдов. Какие-то прям рейды. Они прям называются рейды. Я сейчас вспоминаю Код Мобайл, будет какой же это кал. Так на серьезных щах показывать, как дядька играет в этих кондомах на пальцах, блядь. Не знаю, Илюха прям очень рад тому, что на мобилке, но я вот на это смотрю, это такой пиздец, там, блядь, какой 70, блядь, интерфейс на полэкрана, блядь. Не понимаю, кем нужно быть, чтобы, ну, чтобы в это играть. Типа, какой сценарий использования? Если я дома, я в это точно играть не буду. Если я не Сценарий дома... использования, я так понимаю, это один единственный способ, это когда у тебя просто нет ничего, кроме телефона. Но когда это бывает? Ну, При этом, чтобы ты мог, ну, допустим, на работе я работаю, да, а дома я на дачу играю ты на уехал, консоли. допустим. На дачу. И то не факт, что у тебя там есть вафли или хороший мобильный интернет. Просто такие вот эти случаи, что ты куда-то там, не знаю, в метро едешь, да, но... Ну, я не знаю. Ну, как бы в метро в Warzone такое. Старики там, да, нормально. По мне такие. Не знаю, даже когда они вот это играют, я прям вижу там вот эти текстуры, которые постепенно прогружаются. Почему-то нити врагов через стены видно, потому что, видимо, текстуры из картона, блять. PS там падает до 15, это прям... Не знаю. Но, тем не менее, по ним даже компетитив есть, соревнования. Это реально популярная тема мобилки сейчас. Ну, мобилки, в принципе, популярны. Я просто до сих пор не понимаю, зачем. Ну да, сложнее каких-то тех же самых, да, Line 3. Я не понимаю, кому это надо. Но все-таки они подтвердили, что Warzone 16 ноября, соответственно, через 2 недели после МВ2. То есть, чтобы все успели веб качать. Минимум 2 недели будет нормальный, максимальный онлайн. Да я так думаю, как раз первые 2 недели все найдут одну сломанную сборку и будут бегать с ней. Слушай, ну, по крайней мере, вот сейчас, если мы говорим о текущей состоянии Warzone, все-таки по-разному же оружие играет в мультиплеере и в Warzone. По крайней мере, вангардовские. Но там они обещают, что там прям все будет чуть ли не один в один. Не знаю, там же другие ТТК, там, возможно, и баланс другой нужен. То есть представь себе оружие, которое бьет... То есть ХП же разный, допустим, там 100, а здесь 200. Неплохой пример. Там 100, а здесь 250. И оружие, которое носит... Не знаю, например, в общем, можно раздрочить цифры такие, что вот какое-то оружие в мультиплеере бивает оба по 3 пули, а в Warzone бивает с разным количеством пуль. Потому что там здесь 5, а там 6. Потому что у одного урона, блядь, 43, а у другого 47. Что-нибудь такое. Поэтому в целом и баланс тоже может... Ну, как бы нужно править. Вполне такое... То есть я вижу это легко, что они могут менять баланс оружия в зависимости от режима игры. Мне очень нравится, что они всегда говорят про такую штуку, как proximity чат, то есть чат внутри игры. И я смотрю на всех чуваков, которые там играют, у всех замучены вообще все. Это дефолт. Потому что все стримеры, и никто не хочет слышать, как кто-то говорит «ёб твою мать». Еще я очень орал, когда они говорят, там, включают какой-то стрим, говорят, вот он, типа, так веселится, having fun, так сказать. А на него смотришь, он сидит, злится, блядь, и прыгает на стуле от злости, блядь. Потому что его убили. Как having fun, ага. Я такой фан имею каждый день, блядь. Еще, кстати, по поводу стримеров. Во-первых, они стримят, ну, к себе на канал. Это... Да. Прикольно. Во-вторых, я рос с этих мобильщиков, в которых аж 2 вебки, блядь, и ни одна вебка непонятно, что показывает. Одна вебка, по идее, показывает верхнюю часть тела, а вторая — руки на столе. Но иногда они настолько сильно нагибаются, что там просто башка и кусочек телефона видно. Да. Подожди сейчас. Секунду. And everyone's in here just trying to, like, you just come in here, you pull out a sniper, you pull out an AR, SMG, drive all the vehicles, like, full experience of Call of Duty can be had here in Round War.
Я вернулся. Да, эти вебки там как-то... То есть, я видел такие вебки у всяких кибератлетов, которые отдельно мышку показывают, отдельно хлебало. Хэндкам! Вот, но тут это прям это такое чушь, блядь. Ну, сейчас показывают Ground War, где там, сколько там, 20 на 20, 30 на 30. Кстати, по поводу еще вот фова на мобилке. Да, кстати, я не знал, что они говорят не мобайл, а как это? Мобил. Мобил. Да. Не знал, что это так произносится. По поводу фова, там мало того, что фов маленький, ты еще половину руками закрываешь своими же. Да, то есть реально да, вот да. обзор, блядь. Я, кстати, не очень понял, может, я неправильно понял, но когда ты плаваешь, ты не можешь стрелять с основного оружия, но можешь стрелять с пистолета. Я понимаю, что это игровая условность, но почему? Блядь, чувак меняет атачмент, у него при каждой смене моргает экран. Это пиздец, блядь, фу, нахуй. Эпилепсия прям сразу, блядь. Возможно, обусловлено тем, что он не может... То есть пистолет ты с одной руки можешь стрелять, а большое оружие тебе приходится держать двумя руками, а ты не можешь плавать. Ты утонешь, блядь. Блядь, там такая вода, что... Ну, в смысле, там такая глубина, что там, в принципе, стоять можно было. Тебе нужно подгребать одной рукой обязательно. Но это уже другой вопрос. Почему? Ну, это игровая условность, я так понимаю. То есть вот эти все нововведения, там, новый режим спасения заложника. Угадайте, где это было? В Counter-Strike 1.6, блядь. То же самое, только там ты на него нажимал, он шел за тобой, а тут ты его берешь на спину, и у тебя в руке только пистолет. А знаете, где это еще было? В предыдущем Call of Duty, который режим назывался «Спасти Випа». Защитить, точнее, Випа. Где один из игроков становился Випом, и у него был только пистолет. Там, по крайней мере, еще в КСовский Вип, у него еще и ХП было больше. 200 или типа того. У Випа. Помимо пистолета. Ну да. Не, в КСе, в смысле, был спасти заложников, было такое классическое. Ну, то есть в Мэншене там же стояли заложники. Да, не, но я имею в виду, что там в КСе же есть и заложники, а есть еще и випы. В КСе тоже были випы. Помимо тоже, да, были. И там у випов было повышенное здоровье. We come out of game and we see the view like this. It just blows my mind that they were able to set this up. Oh, just the venue itself. Grinding, like everybody in a ground war, queuing up. В общем, не знаю, Ground War для меня все еще выглядит как поделка на Battlefield, которая не выстреливает. Не знаю, почему-то мне на это не заходит. Да, я, кстати, даже не знаю, как это объяснить. Код на маленьких картах хорош, код на больших картах тоже, ну, как бы, играется как на маленьких, только на больших. Warzone тоже нормально играется. А тут Ground War, он как будто... Не знаю. Ну, как будто он там не нужен. Чужеродный какой-то. Неуклюжая какая-то поделка, да. Какая-то инородная вещь, которая не вписывается в концепцию. По крайней мере, вот тут... Но я понимаю, почему у них так много режимов. Вот эти вот, конечно, вот эти фразы про новые режимы, новые атачменты, блять, это все хорошо, реально забытое старое. Половина просто из соседних кодов, половина из Апекса, половина из Fortnite, и все это как вот совершенно новую фишку. Особенно меня радует, когда они дают совершенно новую фишку, которая была в коде. Типа, ну, теперь вы, говорит, можете Dolphin Dive делать, который был в Black Ops 1, на минуточку. Если не раньше. Либо то, теперь еще. Да, это совершенно новое. Конечно. Ну да, мне кажется, если открыть презентацию того года, там тоже скажут. Да те же самые слабые говорить. Всегда там, что новый движок, там это все. Хотя тут, по-моему, про движок ничего не говорили. А, кстати, вот что я хотел сказать по поводу пастгена, что, по идее, этот код мог быть прорывным, если он был бы только на Next Gen. И там, ну, он действительно мог отличаться какой-то, ну, по крайней мере, графической части. Но из-за того, что он выходит на пастген, это точно будет что-то, да, ну вот что-то, что похоже на МВ максимально. Ну, я смотрю, это МВ-19, вот прям по графону один в один. Другие немножко интерфейсы, вот, поэтому раз это до сих пор выходит на пастген, значит, на Next Gen
как в случае с Вангардом, там будет 120 FPS. Просто если это было бы только Next Gen, они могли сделать, ну вот, 60 FPS, по крайней мере, на Series S. И ты в этом смысле. А так, наличие 120, да, я не сомневаюсь, потому что раз есть пастген, а на пастгене, по идее, они должны поддержать 60 FPS, по крайней мере. Ну, по крайней мере, если это будет 30, это нет, это заклюют и скажут, идите нахуй. Оно хотя бы должно быть заявлено 60, а работать в 40. Но если там лог на 30, то это забей. Да. Я думаю, это будет что-то типа 50 плюс динамичный FPS, что там 50 смотришь в пол, а дерешься там уже 40. А раз у них будет 60, то значит уж на Series S то можно будет. Ну, в МВ2 точно будет 120, Warzone 2 не знаю пока. В МВ2 прям вангую. Мне понравилось, что теперь у них есть менюшка выбора лодаутов отдельно от общего меню. То есть как раньше было. То есть ты нажимаешь старт, нажимаешь вкладку лодауты и выбираешь лодаут. А тут ты прям нажимаешь какую-то отдельную кнопку, у тебя внизу выбор лодаут быстрый. То есть, ну, это просто отдельная кнопка какая-то. Мне это понравилось. Это хорошо. К слову, сейчас я пытаюсь развить эту мысль, можно вообще на киллкаме сделать снизу такой же барчик с лодаутами. Ты мог при просмотре киллкама поменять свой. Скопировать, как я говорил, добавить кнопку, блять, копировать. Скопировать это... Ну, нажать кнопку «Скопировать», у тебя бы открылся твой список лодаутов, и ты бы выбрал какой-нибудь там последний, который там специально для вот таких копий, когда тебе что-то супер понравилось, какая-то вебка, и ты хочешь ее скопировать. Да, а там потом ты ее открываешь... лодаут, типа... Не, а там ты потом открываешь, тебе пишешь, что вот это там атачмент у тебя откроется на 30-м там уровне, а вот эта вебка у тебя вообще там через 5 левелов. Но вот сборка там была вот такая, такой понял. Просто чисто информативность хотя бы. А если все доступно, то бегай с ним. По поводу копирования, ты напомню, что в МВ2 был... Было, копикэт, да. Имитатор. Я помню, на английском копикэт называлось, да. А тогда полностью класс, причем копировался и вепы, и перки, и да, с перками. Говорят, будет 13 этих апгрейдов. Ну, то есть мертвая тишина, там есть какой-то DDoS, скорее всего, вот этот, ну, штука, которая отшибает всякие гранаты. Может быть высадка, может быть мина какая-нибудь. Если все то же самое, просто что-то новое. Просто что-то новое, которое, скорее всего, тоже точно такое же, только уменьшено другое. А, ну камера там появилась, которую можно вешать на стенку. Ну это типа, это из Rainbow Six прям, один в один. Просто как ты в этом полубое будешь смотреть на эту камеру? Это если ты кемпер. Ты кемпер, ты повесил на лестнице камеру, сидишь, вот Илюха, как у нас смотрел с этого, с дрона. Точно так же, повесить камеру, будет периодически на нее смотреть. Что меня заинтересовало, наверное, это моя уже теория заговора, но в этом датчике сердцебиения там внизу процент этого зарядка. Ну, типа 100%. Ну, батарея, понял? Ты думаешь, он будет разряжаться? Я бы сделал такую механику. Ну, типа, ты не мог всю игру сидеть вот с этой хуйней? Я бы просто сделал, чтобы время между волнами было. Ты можешь, например, смотри, как сделать. Волна, то есть 5 зарядов волны. И волну ты запускаешь сам. Ты можешь 5 раз быстро запустить, потом ждешь, пока откатится волна. И каждая волна там секунд 30, например. И вот и думай. Ну, то есть сделать это что-то по типу field апгрейда, что-то типа такого. Ну, это даже, скорее всего, знаешь, по типу WoW такое есть. Когда тебе там 2 стака одного спелла, оно примерно так и работает. Вот. Кстати, это реально можно было сделать field апгрейд, этот датчик сердцебиения. Он туда неплохо ложится. Я еще очень ору, знаешь, с чего? Что они БПЛА вызывают с телефона пальцем.
Но почему-то всякие авиаудары стилусом, блядь. Почему, блядь? И вообще, когда показывали со стороны, как он бегает... Стилс — это же пиздец неудобная штука. Там, когда показывали, как чувак идет с этим датчиком сердцебиения со стороны, ебать, там планшетище, нахуй. Там прям реально планшет, блядь. Ты помнишь, какой он был датчик-то? Он же как вот телефон, маленький, блядь. А там такой прям iPad, блядь. Это можно было где-нибудь еще кино посмотреть, походу. Во, да, вот он показывает, да, 120 FPS. Ой, блядь, пов, 120 у него. Блять, он выходит в меню, и оно моргает. Блять, эпилепсия. Сука, фу. Нищий показывает это. Это прям, блядь, я, конечно, все понимаю, но это прям фу. Ну, тут режим это прям Battlefield, блядь, прям высортый. Как у Battlefield как-то там все это натурально, скажем так, а тут как будто по-игрушечному. Слушай, ну учитывая, что Battlefield это ебаные поля, сейчас смотрю на карту, он здесь как-то более застроен. Ну да, да. Соглашусь. Контроллер, график, интерфейс, аккаунт. Вот он меняет яркость, у него, блядь, моргает все. Не знаю, все равно тут какие-то вот в домах темные углы. Ну, углы в целом должны быть темными. Просто так должно быть, ну ты же помнишь, как там было, блядь, с Роуз? Просто с таких скинов не должно быть. И сами люди должны быть. То есть, например, в том же Апексе, наверняка там есть черные углы, но там сеттинг такой, что все пацаны разноцветные и цветастые. И всех видно. Ну да. Не знаю, в целом, конечно, будем посмотреть, будем щупать 24 числа. Или ты будешь на плойке? Не, на плойке даже не буду. У меня просто плюса нет, я, может быть, попробовал бы, но это надо, блядь, турецкий аккаунт, что-то там платить. Honestly, I'm loving third person right now. It's like, honestly, I didn't know if I was gonna like it Девочка or в not, интервью говорит, что ей нравится от третьего лица играть. Ты что, серьезно? Honestly, I'm loving it a lot, and I love the maps. Чем это вообще? You know, is really good right now, and it's feeling, you know, smooth. Я понимаю, от третьего лица, чтобы можно было наблюдать в Warzone, допустим, в спектре. Ладно, когда ты умер. Но это не компетитив, это же ты можешь наблюдать. А, значит, играть от третьего лица компетитив, блять. Из-за углы заглядывать. Ну это вообще отстой. Не, ну если все в равных условиях, то ладно. Просто кто может быть со связью, кто-то без. Это уже выбор каждого личного, что он решил играть от третьего лица. Ну, режим, где играет от третьего лица. Ну не, я в этот режим не ногой, блядь. Такая хуйня. Warzone на мобилках это вот, если бы не Верданск, в него бы никто не играл. Да нет, играет же в текущий Warzone. Я думаю, там хорошие цифры. Новый бы тоже Еще у меня играл. такое ощущение, что они этот Battle Royale делали во время первого Warzone, просто нихуя не успели. Может быть, а может быть, просто решили, наоборот, увидели, что все хотят Верданск, и решили. Давайте мы вот так вот его дадим. Вот вам Верданск. Все, кто хотел, играйте. У вас что, нет телефонов? Тем не менее, по поводу у вас нет телефонов, Diablo Immortal вышел на ПК одновременно с телефоном. То есть ты можешь играть на компе, а можешь играть на телефоне. Это, кстати, то, что хотят все разработчики. Но пока получается только у Fortnite. Там кроссплей даже с телефонами. Rocket League, по-моему, нет? На телефоне? Сейчас скажу, не Rocket League, Dead by Daylight, он на телефоне есть, кажется. Он точно есть на свитче. Dead by Daylight Mobile. Да, он действительно существует.
Ну там есть кросс. Сетевая хоррор-игра на выживание для ПК, консолей и мобильных устройств. А еще и описание есть. Хорошо знакомых персонажей, глубокая система. There is that problem. Anyway, I'm so sorry. You can throw the razors out. But I tell you what isn't a problem is the color palette on this game. It's absolutely Написано, что это точно такая же игра, как на and I МП, was just floored by how good оптимизирована it для looks. мобиль. What does it take to make a map? You know, how from scratch you're Значит, looking at the color schemes, you're looking at what you want to put in the details. It's very finely detailed, and I think that makes people really want to dive into the game and start grinding it. Well, I think like it's important to create an immersive environment, go out and capture reality, but you know, at the end of the day, it's all the details. And what's funny about making stuff Наверное, like нет, this is наверное, нету там. it's about what you leave out. Ну да, значит, это Fortnite. Ну или может что-то еще, я просто не знаю. Какой-нибудь Roblox, блядь. Ну, подожди, Hearthstone. Комп. Ну, все-таки это... Да, но это карточная игра, я бы... Diablo 2, Diablo Resurrected. Ну, короче, я к тому, что я говорю, что это уникальная особенность Fortnite, просто все хотят делать так же. же. Я понял, да. Честно, вот я твою игру на компе слабо представляю. Ну, она есть клиент. Там просто как мобильный клиент, ты сидишь, просто мышкой тыкаешь. Я имею в виду, там же вся суть в том, что ты просто ждешь. Типа ждешь, пока что-то построить, ждешь, пока что-то там ждешь, пока это, если ничего не тратить, всяких кристальчиков. Там у людей сессии по несколько часов они сидят играют. Ну, сессия имеет в виду непрерывно сидят. Ну, я понимаю, да. То есть как-то не умудряется. Там вот этих вот пацанов показывают, которые там вот эти стримеры, некоторые такие, блядь, странные. Прямо скажем. Тот усатый чувак меня прям позабавил, блядь. Прям очень смешной какой-то. Мощные. С Игорем мощные были. Респекта не позвали, кстати. Они все еще его боятся. В каком плане говорится? Ну, там же бан непонятно из-за чего, там туда-сюда. Просто ну, в нем конкуренты, ведь он же там свою игру делает. Ну, может, да. Наоборот, можно показать, что вот. Мы респектуем к любому и каждому. В общем, не знаю, надо, короче, щупать. Единственное, что понятно, что от третьего лица я играть не буду, Ground War я играть не буду. То есть чисто 6 на 6. Он в 19, мне кажется, вначале он тоже выглядел нормально, а потом, когда все как бы научились играть продуктивно, так сказать, то это стало невозможно играть. Ну, я вот тоже там боюсь, в принципе, вижу потенциал для огромного количества кемперов. Это тут все там кибератлеты, которые показывают, скажем так, интересную игру. То есть, когда сидеть там около забора, не очень интересно. Они же еще стримят, не то, ну, как бы им... Ну, им, да. Надо делать хайлайты всякие. Я и говорю, то есть им там сидеть в окне не очень-то интересно. А простые люди-то они... Думаю, и нет. Я ждал, что покажут карты старые. Они в итоге-то будут в маппуле, или это чисто в Warzone сейчас? В Warzone Query показали. Query еще парочку карт, которые они назвали по-другому, но это карты были из МВ1. Вот терминал, я помню, еще показывали. Терминал там показали. Там показали, не помню, но как это все, но это все же в рамках Warzone или... Это было в рамках Warzone. Полностью мультиплеера еще не показали. Они просто рассказали про парочку новых карт, а про полный маппул еще не рассказали. Ну, по инсайдерским сливам было, что, мол, это... В течение второго года поддержки там вообще все карты будут из МВ2.
До сих пор вот этот баг с перелазением, что он подошел к препятствию, 3 раза нажал прыжок и на 4-й перелез. Кстати, вот они говорят там про новое какое-то передвижение, точно такое же. Те же слайд cancel. Вот же, когда ты разогнался и 2 раза подпрыгнуть можешь. Ну, типа как раз прыжка такая небольшая. То же самое, блядь. И чего там новое? Тут анимации немножко вы переделали. Парашют вот он сейчас летит точно так же, все отпускает. Я не понимаю, где они новое видят. У меня такое ощущение, что у всех память как у золотой рыбки, блядь. Все таки, а, ебать, новые. Или они просто в свои старые игры не играют. Просто когда ты, по-моему, скопировал папку анимации, у тебя получилась папка анимации в скобках 1, это не новое. Это типа то же самое. Так и есть. Не знаю, в целом, в принципе, меня больше прельщает, во-первых, то, что это новый код, то есть ну, новые пушки, новые карты, новые там батлпассы и все такое. Ну, в принципе, код это такая штука, как MMORPG, то есть играть в старую версию, в принципе, не нужно. Ну, то есть я имею в виду, если там, допустим, условный WoW там выходит новое дополнение Dragonflight, то играть по-прежнему Shadowlands нерелевантно. Ну, так, в принципе, невозможно в целом. Нет, возможно, играй. Ты не купил, если дополнение, ты дальше качаться не будешь просто. Ну, то есть ты застрянешь там на 60 левеле и все. Нет, люди есть, те, кто качается, те, кто тоже не купил. Ой, их мало. Ну, же никто не пойдет на... Просто у тебя нет нового контента, просто ты вот отрезан от нового контента. Никто же не пойдет с тобой в супер крутой инст, там, не знаю. Ну да, естественно. То есть ты просто отрезан от всего, но пацаны там получили, ну, там, обычно на 10 левелов больше, новые какие-то таланты, там, ковенанты, еще какую-то хуйню. А ты, ну, да, ну, хорошо. В предыдущем патче сидишь. То же самое и с Call of Duty, ну, как только выходит новый Call of Duty, предыдущий отмирает. То есть я почти уверен, что Vanguard потом опустится там до онлайна в 1500 человек. Учитывая, что он никому не зашел, то он... Кстати, я не знаю, почему он не зашел. Типа он далеко не такой плохой, как кажется. В него нормально можно играть. То есть те бесящие моменты, которые меня там бесят, они тут вот такие же. Вот эти вот баганные текстуры, моргающие и так далее, там, прерывающие скиллкамы, все вот эти баги, которые там есть, вот они тут тоже тут. Чего никуда не делал. Ой, в общем, наверное, закончу я смотреть этот геймплей. В принципе, все понятно. Я для себя уже какие-то выводы сделал. Ну, я так думаю, на покупку на мою это никак не повлияет. То есть я просто не могу физически предзаказ сделать, поэтому не делаю, так бы, может, и сделал. Ты планируешь бету играть? Ну, если там без танцев с бубном, то точно, да. Если нет, ну на карабоксе обычно без всего вот этого. Тогда да, конечно. Ну это 24-го будет. А с 24 по 26 и примерно, ну я так думаю, может быть еще на полдня, на денек еще продлят. Они любят так делать. Умеет просто вовремя отключать. Ну, может, просто не умеет. Ну, или не получается. Или чувак в отпуск ходит все время, который отвечает за это. Ну, давайте еще денек, блядь. Иваныч заболел, блядь. Кто-нибудь умеет отключать? И не, мы только включать умеет только... Ну, тогда ждем, пока выйдет из отпуска. Давай там кастомные кроссовки показывают. Господи. Которые вот камуфляжи, это просто какая-то хуйня, блядь. Которые обычные, ладно. Которые в камуфляже, это что-то какая-то такая хуетень, блядь. Как будто просто кто-то упаковочную бумагу порезал, напялил на кроссовку.
получилось камуфляжно. Так, в общем, ладно. Сейчас, секунду. Спасибо, кто смотрел. На сегодня все. Всем пока.